Somebody once told me the world. Да, по-любому секуны вообще, да. О боже, я был молод, мне нужны были деньги. Отборное говно. Димон! Damn, boy! Жми лайк! Туда. Быстро! Туда. Всем привет, с вами Макс и Даниэль, и это канал Магика Гикс, а именно Магика подкаст. Это уже третий подкаст, но, скорее всего, вы смотрите нас впервые, а для тех, кто не знает, мы ребята из Ташкента, кто занимается развитием гик-индустрии у нас в городе. Если что, Ташкент — это столица Узбекистана, страны, находящейся в Средней Азии. Сам же подкаст будет посвящен различного рода диалогам с приглашенными гостями, да, у нас есть гости даже, на гик-темы и не гик-темы. Кстати, о госте. Даниэль, давайте вы красиво, как вы уже умеете, представите нам сегодняшнего гостя. Сегодняшний наш гость появился в моей жизни так же неожиданно, наверное, как и для вас. Начал увлекаться аниме, признаюсь, каюсь, но не зря, потому что эти эмоции, которые я получил благодаря нашему сегодняшнему гостю. С нами Влад Токарев. Влад! Всем привет, здорово. Его голос вы могли слышать в «Атаке титанов». Конечно же, клинок, рассекающий демонов, как же без него. Ну и, скажем так, многие, наверное, знают, но в One Piece он тоже есть. Да, было дело. Здорово, ребят, спасибо вам, что позвали, тоже благодарю. Ребята классные, подписывайтесь, сразу скажу на все там каналы, соцсети. Спасибо. Приятно. Да, маленькая ремарочка. Я сразу, чтобы было понятно, я не шарю за аниме. Ну, то есть я что-то где-то знаю, что-то... Сейчас половина зрителей такие, Чего? Сюда, конечно. Влад не уходит, я могу идти, если что, на время подкаста. Да, но я вот решил для себя, что, возможно, я почерпну что-то интересное сегодня. Ну, мы же будем общаться на тему аниме, и это мне даст повод, мотивацию посмотреть что-то из этого. Вот такая маленькая ремарочка была. Вот теперь к основному диалогу. Влад. Так. Да. Опять-таки, я, наверное, уже повторяю это третий раз, но это такая фишечка Special Edition у нас. Мы были бы очень горды сказать, что ты прилетел именно к нам ради нас, но ты прилетел на Комик-кон, и сегодня уже был первый день Комик-кона, второй день. Сегодня уже второй день, и он закончился. Он завершился, да, все. Да, расскажи нам, что, как, где, как ты попал, как Комик-кон, и как вообще это все произошло? Ребята с Комик-кона, у них в прошлом году был Гик-кон. И я видел, некоторые из моих коллег по цеху были там, я смотрел какие-то видосики, думаю, ну, прикольно, отлично. А нас видели там? Честно скажу, не помню. То есть это было год назад, я так смутно помню, просто смотрел, что, ну, вот, да, такая штука, прикольно, что в Узбекистане есть своя вот эта история. А дальше, спустя вот год, ребята сначала написали моему агенту, он мне кидает, слушай, тебе вот тут пишут, как бы из Ташкента, ребятки, связать, дать им твой номер. Я говорю, да, конечно, давай. И начали разговаривать, и оказалось, что вот ребята сделали первый Комик-кон, и что используют название Комик-кон, спросили официального разрешения у представителей, они разрешили. И ребята сами вот в Соляну вывезли вот этот конвент, сделать его в Узбекистане впервые. Это очень круто, и для меня большая честь быть именно на первом Комик-коне, приглашенным гостем. Было вот трудно согласовать графики с театром, там пришлось повозиться, чтобы это все свершилось. Но в итоге я прилетел, и вчера был потрясающий день, у нас автограф-сессия, на сцене выступление, и вот на сцене было очень круто. Меня пытались раздеть, я не дался, вот, но за отдельную плату подписывался на OnlyFans. Вообще народ очень крутой, очень душевный, задавали классные вопросы и по работе, и там по жизни как-то. И на автограф-сессии люди подходили, и очень трогательно, то есть мне все очень понравилось, очень классные ребята, так что... Как мне кажется, все удалось. И вот цели, думаю, Комик-кона были достигнуты и в просвещении, и продвижении этой культуры. Так что ребятам, которые организовали это все, огромный респект, просто низкий поклон. Ну, да. Спасибо организаторам. Ну, скажу честно, я на самом деле людям, которые были вчера-сегодня на Комик-коне, я им завидую. Откровенно завидую, все же.
Хотелось бы туда попасть, хотелось бы там тоже побыть, ощутить те же Ну самые что ж, эмоции. не все и сразу, так сказать. Но Ну, следующий год Следующий еще, да, год. я думаю, ребята все-таки Там мы сделают. разорвемся, и там, и Ну, там, и ничего. повсюду будем, да. Смотри, как мы уже выяснили, ты побывал во многих странах. Это Ну, правильная информация, да? Да, не то чтобы... Я считаю, что не сильно много, но для кого-то, да. Ну, будет- мир будет ты повидал и так чуть-чуточку, далее. да, одним Да, а глазочком. был ли ты на каких-то европейских комиконах? К сожалению, нет, не получилось. Я был только в российском, как бы, сегменте, то есть в Москве, когда Игромир Комикон, вот это, Как значит, приглашенный гость проводилось. или как просто? Я прошел все стадии. А, То да. есть торг, Ну, депрессия, давай, ну, расскажи, отрицание, ну это гнев. интересно, как это Вначале работает я в туда России? попал как зритель просто, самый первый раз. Год примерно, когда это? Ой, я сейчас не скажу. Ну, ой, не до скажу. 2010-го, типа 2015. Нет, это был 2000, наверное, вот с 2015 где-то. Так, Так. Потом я близко. проходил уже туда как СМИ. А, После даже того, так. как появилась какая-то популярность, все, мы ходили, там снимали видосики. Потом я уже как участник участвовал, то есть на стенде мы, значит, у нас была коллаборация вместе с Bandai Namco, крупнейший тоже дистрибьютор игр, и у них потрясающие вещи, и мы познакомились там с замечательными ребятами, из Франкфурта приехали, и все, и мы тусовались, и классно вот на стенде я там проводил всякие мероприятия, конкурсы, и вот, ну, было очень, правда, круто. Потом это все, к сожалению, свернулось из-за коронавируса и прочего. Да. Я после этого слетал еще в Казахстан, в Алматы, на местный как бы конвент. Тоже было очень круто и вот, ну просто здорово в другой стране посмотреть, как косплей у них там развивается, как это все, как вообще люди относятся к индустрии гик, аниме, к играм. И вот потом уже вот к вам попал, и тоже интересно наблюдать тенденции развития, то есть что популярно у вас, что интересно, какие направления. Ну, круто. То есть это здорово. А как вообще было на казахском комиконе? Просто, ну, я скажу, почему я спрашиваю. Я был на российском Russian комиконе в 2018 году. То есть у меня есть представление, что как было. Я был на Гиконе, ну, в том году мы там устраивали шатер, там, этот, entertainment. Ну, и примерное представление у меня было, что в этом году было. А вот что на казахском было? Там так же, как в России примерно это было, или как-то по-другому? Там тоже с размахом, классно. В принципе, везде суть-то одна и та же. Приглашенные гости, автограф-сессии, какие-то магазины, зоны, активности. То есть в этом все конвенты похожи. Я думаю, европейские тоже мало чем тут отличаются. А чем отличаются, так это люди, наполнение. С разным менталитетом, с разным каким-то вот внутренним подходом. В Казахстане очень много косплееров. Причем даже шкафных, как их называют, шкафный косплей, это когда из подручных средств собирается какой-то... И вот у них классно, что даже шкафный косплей на очень высоком уровне. То есть они прям запариваются, и это очень круто выглядит. Ты ходишь, и вот просто в зал, когда выходишь, ты иногда даже не можешь отличить, где профессиональный косплеер, который приехал по приглашению, там, или сейчас будет косплеер, который выступает на сцене в конкурсе, и где просто зритель, который по кайфу пришел, вот оделся, и он чисто с кайфом существует, ходит. Ну, это здорово, это здорово. Я заметил, что вот у вас в Ташкенте меньше было такого, но, блин, меня так порадовал один мужик, который пришел в костюме столпа из клинка рассекающего демонов, плачущего. Я уже забыл, как его зовут. Гоку? Или как так? Не помню, блин. В мою сторону вообще не смотри, как вылетело из головы, который плачет. По-любому в комментариях сейчас напишет. И он пришел с сыном. И сына нарядил тоже в одного из столпов, а он машина, гора вот такая. Я знаю. Мы его знаем. Этот мужчина вот в том году... Сейчас будет вырезка, сейчас будет мы вырезка. покажем это обязательно, ну, уже на Это монтаже. очень круто. И я такой, блин, это так мило, это так здорово, что такое происходит. Потому что он просто вот эту гора невозмутимая. И ребенок такой. Это очень круто. Правда, здорово. И чё, как тебе вообще в Ташкенте в первый раз? Классно, да, меня все стращали, что будет там жарко, но я, как уже всем говорил, я достаточно мерзлявый, и поэтому для меня такая погода прекрасная. Вот, как уже тоже там всем рассказывал, из-за того, что пыль на связке оседает, я прям немножко подсел, то есть у меня голос севший немножко, это все.
Природа потрясающая, город, нравится кухня. Мое почтение, ребята накормили меня с Евгением Ивановым шашлыком вкуснейшим просто. Мы не могли. Это Да, ну, обалденно, респект, уважуха. Вот, так что вообще пока все нравится, очень круто. Ну, это день всего лишь, можно сказать, потому что если бы у нас было бы больше времени, естественно, мы бы смогли бы... Возможно, в у меня другие был бы места. заворот кишок тогда. Не, ну мы бы за этим следили, ну я имею в виду, что мы, допустим, могли бы в Самарканд съездить, могли бы в Бухару съездить. Ну, то есть это исторические такие моменты, которые на самом деле интересны, даже если ты никогда не увлекался таким, но в целом хотя бы посмотреть для развития кругозора своего, да. У меня сестра моей лучшей подруги, она вот сейчас возит с турами людей в Самарканд. Я постоянно там, когда я открываю страницу в Инстаграме, она показывает потрясающие виды, просто там невероятно красиво, эти мечети, ну просто какое-то волшебство. И вот они там тоже в национальных костюмах. Да. Блин, выглядит, конечно, потрясающе, поэтому очень круто. Когда-нибудь, возможно, я тоже доберусь до туда. Ну, контакты посмотрим. есть, так сказать. Ну, даже не знаем, да, даже не знаем. Аниме. Аниме. Так, отлично. Погнали, самое, да. Придется к этому нам немножечко подойти с такой вот Так. напрямую. Ага, очень нервничаю. Итак, аниме, как в целом ты к нему пришел, очень интересно. Слушайте, на самом деле у меня тоже было предвзятое отношение. Аниме я начал смотреть в 2012 году. Мне было 13 лет. Опа. Да, я приехал просто в свой родной город, в Борисоглебск, после того, как переехал в Подмосковье. Вот год проучился, значит, приехал летом на каникулы к своим друзьям. И вот мой лучший друг на то время, он такой говорит: слушай, есть одна тема жестко интересная, Ой-ой-ой. прям кайф. Я говорю: чё ты мне хочешь, чё ты меня впариваешь, Серега, ты чё? Он говорит: прям, слушай, давай посмотрим с тобой, посмотрим, вот четко. Вот я говорю: что? И он включает аниме, я говорю: чего? Серега, ты чё? Фу, нет, ну ладно, Винкс, я смотрю, я люблю, да, классная тема. Да, респект, вот Винкс. это все. Винкс, только вместе мы сильны, чудеса творить вольны и всегда устремлены к победе. Винкс, волшебству у нас учись, мыслям добрым улыбнись, без оглядки в путь пустись, как ветер. Винкс. Ладно, извините. Да. Подождите, подвластным нам и вода, и воздух, и земной прибой. Чародейки, да. Чародейки. Ты Очень чё? хорошо. Экспресс-вопрос, твоя любимая феечка, быстро, не думая. Конечно, Блум. Блум. Конечно, Блум. У меня жестко была Да, огненная респект. девочка, вот это все. Мы даже играли, но мы играли, типа, в детстве, что, ну, естественно, не за феечек, а типа, я буду Скай, я буду парень. Блум. Там, ну, вот эта вся фигня. Так, вернемся к этой истории. И вот он мне показывает, и одно из первых то, что, как бы он мне показал, олдскульное, олдовое было аниме подручный Луизы Нулизы. Вы вряд ли даже об этом слышали. В чате, в комментах напишите, кто шарит. Это прям романтика, прям очень такая душевненькая, она простенькая. Тогда, как, ну, в детском подростковом возрасте, она вообще смотрелась прям на разрыв. Сейчас, конечно, уже по-другому, возможно, это будет смешно, наивно как-то сильно, но тогда это прям... И мы с ним посмотрели пару серий, я такой: ну все, Серег, пока, давай. Он говорит: ну что, ты будешь смотреть? Я говорю: да. Что за Нет, смотреть-то? о чем ты? Я в итоге просто 4 сезона вот так очнулся, где я, боже? Ты уже в Серега, 8 классе, 6 лет учебы пропустил. Серега, а есть еще есть что такое посмотреть? И он такой: ха-ха, дружок. Он вот так вот Конечно. оттягивает. Смотри, Оба, хвост оба. феи есть. Ой-ой-ой. Есть, это- короче, вот эта тема, вот это. И мы с ним начали смотреть, он мне показывал. И я посмотрел тогда Sword Art Online. Тогда Атака Титанов тоже, она в 2012 Death Note. начала выходить. Death Note я начал смотреть. А Хвост феи, к слову о пользе аниме, я качаться начал из-за Ой-ой-ой. того, что посмотрел Хвост феи и посмотрел, что у Нацу Драгнила, у него вот эта вот история была, вот это Трапез. когда... Ну это того стоило. Просто. Я думаю, это того стоило. И я просто смотрю такой: блин, а он классный, он классный, я тоже хочу. А что для этого надо делать? Окей, Google, что делать для того, чтобы... И начались турнички, всякая вот эта история.
То есть аниме сподвигло меня то, чтобы вот этим заняться. И дальше я начал это потихоньку смотреть, и вот дошло до того, что я просто вот пришел в эту сферу. В 2015 году на первом курсе Гнесинки, когда я поступил, я присоединился к команде, и вот мы начали там, сначала мы по воскресеньям раз в неделю собирались и озвучивали, у них тогда уже чуть как бы была какая-то аудитория совсем крохотная, и мы начали это развивать, и развивали, построили свою студию, начали, значит, вот этим всем заниматься, это там на дошираках жить, просто там вбухивать туда все свое здоровье, средства и время, и мне это очень вкатывало, и был такой дух студийный, как раз, как потом я уже присоединился, когда в театральный институт Бориса Щукина, и там вахтанговская школа, там тоже принцип студийности. Вот. И как бы потом пришел заказчик Ваканим, который нас взял под крыло, лицензию дал дубляж делать, дал вот это все. Мы учились, ошибались, что-то там это, потом пришли. И то есть все то, что я смотрел в детстве, то есть Sword Art Online, я смотрел и думаю, как классно, как это круто. А потом спустя время я получаю там роль, и я озвучиваю главного героя, там, Кирита. В этом же. И потом я стою на сцене огромного кинотеатра, презентую новый сезон. К нам приезжает дизайнер персонажей из Японии этого там тайтла САО. Он смотрит мою озвучку и говорит: блин, а ты звучишь даже лучше, чем наш Сею. И я такой: блин, это со мной происходит! Я здесь! Я не сплю! Это со мной на самом деле! То есть, и это очень круто. И Атака Титанов потом тоже, когда появилась, и мы это начали делать, и Клинок. И вот этот вот крутой период, когда лицуха, и ты мог делать классные вещи, и вот это все было на таком подъеме. Конечно, здорово. Мы очень много крутых вещей сделали. Акера того же. И я ощущал действительно, что я вкладываюсь. Я нахожу отклик среди аудитории, которую мы нарастили просто бешеным темпом, своим хлебалом били в кирпичную стену, пробили в итоге. И то, что уважение с японской стороны было к работе. По тому же One Piece, например, было прислано письмо из Toei Animation с благодарностью за работу. Они смотрели наши серии, и вот там по именам все, кто озвучивали, даже были выписаны, что меня благодарили за Брука. За вот этого скелета, который... Вот эти все смешки. И то есть прям вот есть это письмо с благодарностью от Toei Animation. А потом, конечно, вот в связи со всеми событиями все ушли, то есть японцы ушли, разорвали все контракты, все это. И, конечно, и тоже все, в принципе, студийности пошли в задницу. Настали темные времена. Хотя настали очень темные времена. Dark Ages, Грязь какая-то просто. И да, жесть. Ну вот, имеем, что имеем. Посмотрим, как будет дальше. Вот. Даниэль, а как вы пришли к аниме? Вот мне вот правда интересно, вот как вы пришли? Ну, вообще самое банальное, это, ну, для меня лично, я скажу так, может кто-то захейтит, но покемоны для меня это мультик. Ну, он тогда ощущался, да, всегда. Но это аниме. Да, это аниме, так, но хорошо. Тогда мы в целом не знали, что такое аниме. То есть для нас, ну, это рисунок, мультик, все. Ну, не настоящий мультик, все, мультик. И вот для меня покемоны это еще не было знакомства как таковым с аниме. Но вот когда вышел Шаман Кинг, о, да, когда его озвучили вот взгляни вокруг, оглянись назад, духи с тобой связаться хотят. Да. И вот когда был Шаман Кинг, вот тогда еще, в чем прикол, у меня был дядя, то есть мы с ними жили, и я, скажем так, для меня аниме было вот это вот немножечко обязательством. Потому что, когда аниме начиналось, дядя был в институте. И мне приходилось записывать на кассету. Типа он хотел, чтобы ты записал, а потом прийти посмотреть. Да. И вот так вот я сидел, мне реально было интересно каждую серию записывать. Вот на такую кассеточку. И когда бывали такие моменты, когда тогда для меня тоже спойлеров не было. То есть понятия, что такое спойлер, не было. И я всегда, он приходил, дядя, и я ему всегда чуть ли всю серию не рассказывал, пока что он там переодевался, все делал. Он тебе говорит: заткнись! Да, заткнись! Да. И бывало такое, то, что иногда: что?
То есть, может быть так, вот особенно когда была последняя серия, Ой. когда, ну, там последние серии пошли, когда Зиг в нашего главного героя вот так вот руку начинает засовывать, чтобы вытаскивать его душу. И вот на этом моменте я такой, так, у меня мурашки по коже, я вот боюсь, вот реальный страх какой-то у меня был за персонажа, реально настоящий детский страх. И когда он пришел, я с бледным лицом стою, я ему, слушай, там такое! Там... Ты не представишь, на самом деле, этого не может быть, мне кажется, это какая-то ошибка. Вот. И так вот, на самом деле, все и началось. Вот Шаман Кинг. После этого, ну там, так как я был маленький, я в целом не мог вообще этого ничего найти. Шаман Кинг, небольшая пауза, Синий Экзорцист. О, Все. балдеж. Потом Синий там Экзорцист — это вообще кайф. Death Note. Ладно. Death Note — это, я не знаю, для меня... Ладно, окей. Синий Экзорцист. Сомнительно, но Ура! окей. Синий Экзорцист, Красный Священник, да что Ну, там выпил еще у вас человек, вообще? Ну ладно, бывает. Профессионал дела. Ну и Death Note, кстати, тоже вот был для меня такой первый анимешка, где надо думать, Да. держать все в голове, и это первое осознанное аниме, когда я такой, так, реально, блин, А Death серьезно? Note — это преступление и наказание, только аниме. Да, только аниме, Это да. Федор Михайлович Достоевский. Да, Это то есть так даже. Да, это конкретно. Ты смотришь, это вот оно, это Родион Раскольников, тварь я дрожащий или право имею. Это все оттуда. Вот записываете, да? Записываете? Не, ну я чуть-чуть это все знаю. Я не смотрел, но нет, естественно, там вы рассказывали, там Рома с Машей тоже рассказывали. Вот, и пока вы рассказывали, я вспомнил, как я не попал в целевую аудиторию аниме. Там какое-то что-то отвело, да? Бог Да, отвел. То есть история также началась, как у Влада. Я пришел к однокласснику. Но ты его ударил и убежал, да? Типа вот это. Пошел ты! Не стерпел. Да, но он мне не говорил, ну, он был анимешником, ну, в то время, да, какой класс, 4-й, 5-й был, что-то такое. Он мне не предлагал, мы что-то пришли там то ли уроки делать, то ли что-то такое, и на фоне, я уже не помню, то ли по «Дважды два», то ли по Джетиксу, то ли по Никелодеону показывали Наруто. Но я не знал, что это Наруто. Я у него спросил, типа, а что это такое? Он такой, это аниме. Я такой, и что это? Ну, я правда, я, кстати, с этим моментом не сталкивался с аниме. Я такой, ну а что это? Он такой, ну вот там это какие-то рисованные мультики, 5-10, крутая вещь. Я такой, ну ок, давай я буду смотреть. И вся серия Наруто, вот сколько она идет в среднем? Ну, 20 минут. 20 минут. 20, да. Была посвящена тому, как он с друзьями прыгал по деревьям и о чем-то разговаривал. И все. И я посмотрел это и такой, и как бы это и есть аниме, он такой, ну да. Я такой, круто. скучно. Да. Не, ну вот так это реально было. То есть я пришел, посмотрел, там они что-то говорили, что-то, просто прыгали по деревьям, и Если на этом еще серия на филлеры закончилась. попал, то это Да, да, это это прям, самое- это похороны. Это просто... И все, и на этом мое знакомство с аниме закончилось. Были случайные встречи, то есть Шаман Кинг, да, я не весь его смотрел, я опять-таки там с друзьями, когда мы в гости друг к другу ходили, смотрели, я знал, что там примерно про что, и плюс мы на улице играли, у вас такое было, что вы представляете, я там вот Да, это, вот, конечно, вы сказали, Зиг, я конечно. там вот это, и там два пацана за какого-то чувака чуть ли не подрались. Конечно. Мы Конечно. Да, дрались. в итоге один обиделся и пошел домой. Я в школе... И мы с ним не дружили больше. Я в школе с другом вообще, я учил распальцовки всякие. Эти все на... Да, я их У меня тоже такие одноклассники были. их выучил как бы по названиям, выписал себе на листочек, Ага. что это означает. Мы, короче, бегали друг за другом. Он вообще куда-то убегал, а я сижу в коридоре, школьники там, старшики ходят, а я сижу, блин, что-то там херачу просто для себя. Просто для себя. Бегу к нему, я говорю, я вот это скастовал. Тебе все, тебе конец. Ага. Он- И мимо глухонемой проходит, как ты маму назвал? Слышишь? Да, да. Ты что там? Вот, потом, я помню, я познакомился с Аватаром Ангом. Я до последнего да. не знал, что это аниме, потому что, ну, как бы в моем понимании у меня были вот знания, вот, типа, есть Наруто. Скучная херня. Не, аниме, да, типа? ну, в рамках рисовки. Ну, И есть Наруто, есть One Piece, мне тоже, ну, в школе про это разговаривают, я так краем уха слышал, и Аватар Анг. Ну, рисовка была другая, я подумал, что это, ну, просто прикольный мультик. А как оказалось, это тоже аниме. И это вот первое аниме, которое мне, в принципе, зашло, но у меня не было такого, что типа, я хочу узнать все дальше. Ну, просто классная история, ну, сделано тоже прикольно, и все. И, в принципе, наверное, на этом мое знакомство с аниме закончилось.
потому что я больше не помню ничего такого, чтобы я прям смотрел. Еще Лопатой. не вечер. Еще не вечер. Раскапывать скоро надо Ага. будет. Кстати, а ты когда рассказывал, ты упомянул, что вот друг вот так вот делал. Как у вас с пиратством было с аниме? То есть у нас, вот 2012 ты сказал, у нас в 2012 только начали проводить интернет такой более-менее стабильный, Мгм. и у нас была так называемая зона TASX, то есть это О, да. внутри нашего региона Узбекистана, то есть там были сайты специальные, где можно было скачивать, смотреть и так далее. Вот, и был как бы внешний интернет. Мгм. И то есть уже с того времени у нас вроде как все это посмотрели с интернета. А вот до этого это все где-то на каких-то барахолках, это что-то как-то записывалось. Ну, Ты с этим сталкивался? Это я на самом деле нет, я уже по интернету все это смотрел, но да, были диски, были кассеты, было все записывалось на барахолке. С нулевых же знаменитые персоны, там типа Азазель, Персона 9.9, Мгм, Куби 7.7, тот же Эти, Анкорд, Анкорд. кто поднимал вот эту всю историю пиратскую. И, ну, я смотрел, это уже были тоже объединения, уже там что-то кто-то озвучивал. Я в ВК просто смотрел. Потом было уже все слито, Ну да. все как бы Дуров, загружено. верни стену. Да. Мы все помним. Брат, давай. Кстати, вот немного перебью вот про Дурова. Да, Вокс, как А. я подвел красиво-то, Да. как я хорош. Жестко. Да, да. Почему я Дуров? Да? У всех вопрос. Конечно. Какая твоя реальная фамилия? Короче, в первый день, когда я пришел на студию, был стрим, Мгм. я просто к нему сажусь, как бы в камеру разговаривать со зрителями, 16-летний паренек, и просто кто-то в чате пишет: о, а чел на Пашу Дурова похож. А, И как бы я такой, смешно. А это как-то подцепили, подхватили, и надо было как-то обозначать в серии, то есть у всех были псевдонимы. Вот, а у меня не было. Типа, я себе там думаю, очкоцеплятель 228, там какой-нибудь, Ну, это не знаю, еще стандарт, что-то, это да. стандарт, да. Думаю, что-то придумать, а мне такие, ну, будешь, короче, ВД, Влад Дуров, виноградный день, плюс еще смазка вот эта, которая ВДшка. ВД, Да. ВД-40, и как-то так закрепилось Влад Дуров. И вот стало как псевдоним Влад Дуров. Но он настолько прижился, и настолько все думали, что это моя фамилия, что меня на протяжении многих лет преследовали с вопросами: а это что, правда твой брат? Я говорю, конечно. Он просто в Калифорнии сейчас живет, а я тут занимаюсь. И доходило до смешного, как бы, когда я подписывался реальной фамилией, все таки кто это? Потом я такой, Дуров. А, Дуров! И сейчас-то я уже понимаю, что надо было изначально как бы свою фамилию все-таки толкать, потому что, ну, Да. псевдоним известнее, Ну да, чем да. оригинальная фамилия, хотя сейчас, наоборот, выправляется, все Да, уже знают да. меня как Токарева. Вот. А было смешно, когда я впервые Телеграм установил. Я же везде, во всех соцсетях, я второй после Дурова Паши. То есть, где бы в какой соцсети вы не забили, я буду вторым, у меня потому что тоже Привет. Дуров. Да. И вот я вылезаю вторым. Я скачиваю Телеграм установлю, и, сука, мне начинают звонить арабы. Мне начинают звонить арабы с просьбой разблокировать каких-то там других арабов, которые что-то там петиции какие-то собирают, что-то подписывают. Они мне звонят, они мне пишут, присылают какие-то скрины, что-то еще, говорю, отвалите от меня, я не знаю, кто вы. Я по приколу даже с одним побеседовал, он мне долго-долго объяснял, что my friend, you need to unlock my friend, he is a very beautiful man, for rights in these countries. Я думаю, твою мать, так, я с ним общаюсь, все это. Я говорю, так, но только я не Паша Дуров. Who are you? Who is I'm talking here? Вот, я думаю, дружок, ладно, все, давай. with Павел Дуров, Всё, ну, это было очень смешно, но это какой-то такой период, у меня месяц был, прям, когда раба. Видимо, потом Паша, брат, спасибо, что-то сделал, либо они догадались, что я не он, ну, и дальше уже. Ну, блин, как будто была бы это идеальная схема скама. Вот. Yes, friend, please send me money. Да, I will unlock your friend for $500. My friend, only for you, only today. Special offer. Дискаунт. Да, дискаунт. Блин, где ты был вообще пару лет назад? Почему я об этом не подумал? Кстати, а ничего, что мы твой Телеграм как бы назвали, там сейчас тебе написывать будут? Так, ну. меня, я говорю, достаточно просто найти. Кстати, я не знаю, я об этом не подумал сначала. Ну и ладно, заблокирую в целом. А мне писать могут только, по-моему, тоже, не только лишь все, да. Мало кто может. Все Мало кто может это делать. Ну, у нас Вот, получилось, так что да. между прочим.
Ну, значит... Да. Поправка, да, конфиденциальность. Чик-чик-чик-чик. Да. Мы запикаем просто. Ну или... Конечно, да, как- Дуров, заходите к нему. Дуров. Да. Да не, на самом деле, да, ладно. Что они мне? Что они Что мне они? сделают? Я в другом Да? городе. За мат извини. Ну да, или запикаем просто. Так, хорошо. У нас была, да, какая-то... Мы так остановились на Дурове, что-то там было, да, до этого? Ой, ну все, да. Нить мы не потеряна, вернем, это ушло, уже- это в эпоху ушло. Тогда можем начать сейчас, наверное, с эпохального, Так. с культового. Мгм. Клинок, Мгм. рассекающий Да. кого? Мать его. Кого? Димонов! Мать его, демонов. Правильно. Да. Правильно. В общем, И в целом. в целом. Леша, привет. Щербаков, свяжись с нами. Ты по манге, наверное, особо так не фанател, да? Я и Времени- не читал, еще специально тоже я не читаю, чтобы не спойлерить себе, Вообще. чтобы... Вот это вот, не знаю, вот это нормальный человек. Ну ладно. Не, вот это... Извините. Вот наш человек, да, конечно. Мангу не читал. Вообще, в целом, как по манге... Я люблю мангу, то есть определенно сейчас меньше стало, опять же, просто потому что я и По книги времени. сейчас не успеваю Да, просто да. читать. Сейчас вот за благие знамения наконец взялся в самолете, Мгм. типа читаю. Вот, мангу я очень полюбил, мангу «Токийского гуля». Ой, это самая, кстати, крутая манга, Это которая... очень круто. Да. То да. есть аниме, я посмотрел сначала первый сезон Мгм. аниме, такой, блин, классная вещь, очень круто, почитай первоисточник. Вот я прям заинтересовался. Прочитал первоисточник и понял, что аниме вообще не крутая вещь. Такая Да. параша. Просто. А манга, сколько туда философского подтекста вписали, сколько туда аллюзий каких-то, историй. И это прям, очень хорошо. То есть произведение очень серьезное, очень классное. Его можно перечитывать, какие-то смыслы скрытые искать. Поиск себя, поиск человека как самое страшное чудовище. Ну, то есть это все очень круто сделано. Потом, когда начался «Токийский гуль» Реа, Реа. тоже, как они в аниме его... Мгм. А как манга, какая она... Совершенно страшная. страшно. То есть ты читаешь мангу, и ты прям... это жуть. Это жуть. Это очень круто, это еще мрачнее, чем первая часть, это прям кроваво, это вот драма. Ты включаешь аниме, и это детский сад телепузики просто такие. Да, папари-пи-пи, пу, вот это все. Я убил тебя! Тра-та-та-та-та! Тра-та-та-та, тра-та-та-та-та, вот это все. Думаешь, как? Ну понятно, что это они Пегги, чтобы обойти вот это возрастной ценз и прочее. Ну блин, вообще, то есть советую всем нашим зрителям попробуйте ознакомиться с первоисточником. Так что да, вот к манге у меня хорошее отношение. Всё. То есть выходит, вот ты сказал, что тебе очень сильно нравится манга, то есть есть, так сказать, разделение в аниме на любителей манги и на любителей именно таких анимационных версий. Но есть что-то, что там достойно А экранизируется. есть какие-то конфликты между ними? Конечно. То есть постоянно, конечно. То есть еще внутри вот этого вот... Манга-дрочеры, есть- аниме-дрочеры. даже Вот это так. все, конечно, конечно. Кто-то скажет в манге лучше, кто скажет в аниме лучше. Да. И Холивар вообще такой, ой, Да. блин, В общем, на ровном пару месте. часов. вообще. В общем, да, это, манга мне тоже очень нравится, особенно «Токийский гуль» это просто, разъеб. Разъёб. За мой французский, да? Да. Возвращаясь к клинку. Клинок, да. рассекающий демонов. Вот, ты первоисточник Не читал, не нет, читал, нет. и И не после, и не хочешь. Да. И- Меня проспойлерили твари уже все. Я знаю, чем там все кончится. Но я не хочу читать конкретно по сценам, чтобы за микрофоном испытывать неподдельные эмоции. То есть от первого вот этого, то, что увидел, и вот чтобы на этом чувствовать. Также с «Атакой титанов» было. Я не читал мангу специально. Супер. Вот поступил вам, получается, заказ тогда в Аконим. Поступил заказ. Да, вот. да. Такая-то история. Да. В целом, как тебе вот первые эмоции? Вам же как-то кратко, может, что-то рассказывать? Рассказывали. Я должен был озвучивать Иноски. Ты в мою Да, ты туда Иноски. смотри. Кого, блядь? Подожди. Чего? Эноски, Что ты? Короче, у Иноски Сею, который Сею Кирита в Sword Art Online, то есть моего персонажа. Изначально меня ставили на Иноске. Это Вот, очень и нереально. я такой, будет у меня кабанья голова, чел какой-то, окей. Я визуально понял. Вот. Да, я понял. Я такой, окей, как бы
я не знаю, что это такое, мне все равно. А потом мне сказали, нет, нихера, переиграем. Я говорю, в смысле переиграем? Я уже настроился на Кабанева какого-то там типа. Вот. А можно чуть-чуть вот представить? Я вообще даже, если честно, не могу представить, как О, это звучало. да, вот в этом Я не знаю, ну типа как у нас Саша прекрасно выделал. Напролом! Типа вот эти какие-то вещи, не знаю. Когда Манисо! А, я, ша! Вот эти все истории. Я бы такое не смотрел, если честно, ну да. Ну, Понимаю. я не знаю, то есть этого не знаю, то есть никто не знает, как бы это было бы, вот, но я тебе сиськи оторву, да, вот эти все. Это очень смешно. Бля, мы же это вставим все в оригинал. Конечно. Бля, видите, как это будет? Вот, а как бы мне сказали, у тебя будет там тип, он появится только с 5-й серии, вот, прикольный. Я говорю, ну, прикольно, ладно, окей. Вот, 5 серий я каких-то монстров записывал, мимо проходилов, там одного какого-то демона со стрелками на руках, что-то там вот был. А потом появляется вот он, Зеницу. Желтенький такой. Да, и начинает орать. Ну, сука, орет и орет. Я говорю, что это за херня, я не понимаю. А я так как привык выкладываться, ну, мне тяжело, он постоянно на вот этом всем. И всю серию он просто как это вот так существует. Я говорю, что за он заткнется или нет? И я его жестко не взлюбил сразу. Я прям жестко его в штыки. Что за дурацкий персонаж какой-то? Я говорю, ну, вообще он будет спокойный, да, будет момент. Я говорю, ну когда? Когда спит. Я говорю, чего? Кого? Да, он реально. Ну, когда спит, то он спокойный говорит. Блядь, он и когда спит говорит тоже, что ли? Он говорит, ну да, и он вообще имба, но только когда спит. Я говорю, охеренный персонаж, конечно. И вот несколько серий, ну я прям в такие штыки. Мне не нравилось жутко, как он орет, потому что, опять же, я привык выкладываться на полную, а это значит, что я к концу серии просто... Уже все. У меня на канале на ютубе тоже сейчас нового сезона выходит нарезки, все вот это вот. Да, вы подписывайтесь, есть, да, кстати, подписывайтесь. И вот, то есть как тяжело его было делать. А потом, то есть я прям ругался на него, я прям с режиссером ругался, я не хотел его писать, я говорю, я не буду этого делать. А потом начал получать обратную связь. И он чуть ли не сразу стал одним из любимых персонажей в моей озвучке у людей, то есть которые смотрели «Клинок», они такие, типа, блин, какой он классный этот, типа, настоящий. Зеницу, то есть живой, вот такой крутой. И как только начала появляться вот эта обратная связь, я как актер, естественно, такой, ну да. Я такой, бля, могу. Ну ничего, ну вот могем, ну да, вот озвучу, да, вот классно, делаем, вот все. Потом начали появляться запросы, и одним из первых как бы бэкстейджей по «Клинку» был мой бэкстейдж про Зеницу, потому что все хотели узнать, как его озвучивают. Что это типа, такое? Что за и как раз попалась такая серия, это стал культовый момент, когда он там просто на такой, это после битвы с пауками, когда он восстанавливался, когда он говорит, ты мальчик большеловый, ты там крутишь девочек, и вот это все. И этот момент стал культовым. И бэкстейдж разлетелся, потом уже мы сняли тройной бэкстейдж с 3 главными героями. И, ну, это правда, это чистая правда, что в «Клинке», вот официально, в «Клинке», рассекающем демонов, самые интересные персонажи — это Иноски и Зеницу. Потому что главный герой, он менее прикольный. Да. Типа, он типичный главный герой. Челик. Я такой, типа... Да, вот дефолтный челик, который такой, я спасу и всех, и тебя, и ее, и вот это. И был такой период, когда как бы человек, который озвучивает главного героя, начал говорить, да вот там вот, что там такого, типа, Зеницу озвучить, Иноски озвучить, это вообще, типа, легко. Так. А что там поорать просто? А вот главного героя там вот это все. И мы так вот с исполнителем Иноски вот так. Где копать будем? Ну да, просто поорать. Это же так легко. Да, сынок. Просто ты так не умеешь, вот и все. Ну, это действительно, то есть они тяжелые в плане физически, потому что Иноски Санька делает, ну, я с огромным уважением к нему отношусь, и вот он делает его очень вкусно. Очень. То есть прям вкуснятина такая.
и он тоже вот на вот этом всем, это тоже непросто. А у него же не такой голос. Конечно, вообще. нет, у него вообще очень такой бархатный, то есть классный. И как бы он это все делал, и очень характерно. А характерные персонажи — это очень сложные персонажи, потому что они должны быть гиперболизированно, вот гиперэмоциональные, и при этом очень честные. Там любая фальшь, как только ты чуть-чуть дашь фальши, вот это вот хочешь там засейвить чуть голос или чуть-чуть вот не додать, оно сразу будет слышно. Поэтому ты должен вшарашивать туда на 150%. Что Зеницу постоянно с его криками вот на ультразвуке. Как только я попытаюсь чуть-чуть там обезопасить свой голос, чуть-чуть прикрыть или что-то еще, оно сразу будет нечестно, сразу не натурель, сразу не то. Поэтому каждый раз мне надо вот просто вот на разрыв аорты. А вот есть, может, какие-то техники, может, которые помогают в этом, чтобы... Я, если честно, не знаю, я это искал у себя. То есть, опять же, физиология у всех разная, у всех актеров разная. Я это искал как у меня. То есть я нашел вот этот расщеп, вот эту историю, которую я могу делать. И достаточно долго, достаточно громко, ярко, внятно, и спустя какое-то время я все равно устаю, убиваю голос, то есть там сажусь, хриплю уже, либо меня тянет блевать, потому что связки, когда ты их напрягаешь, они уже наливаются там кровью, опухают, и они занимают больше пространства у тебя в гортане, и оно подступает, то есть я, когда Зеницу озвучу, я ору, там дубли, и у меня... У меня вообще такого не было. И оно уже прям подступает, и ты начинаешь, так, все, передохнем, подышим чуть-чуть, чтобы оно отпустило, опустилось это все дело, и дальше продолжаем. И вот на этом на все. То есть, получается, ты с Зеницу вот такую вот какую-то связь нашел только благодаря фанатам. Да, вот ну, полюбил его. Во многом, то есть, я, скажем так, взглянул на него под другим углом благодаря как раз вот фанатской любви к нему, к поддержке, и я уже стал как бы более интересно. Я пытался искать в этом грани какие-то, открывать новые, и действительно я полюбил этого персонажа всей душой, потому что он трогательный, он искренний, вот он очень честный. Вот что у него на уме, то у него и на языке, он сразу это выдает. И, блин, это круто, на самом деле, это классно, и в аниме он очень классно показан, и вот эта серия с дедушкой. Да, когда он обрел вот этот цвет, когда молния ударила, то есть, он же вообще неудачник такой был. Очень трогательно, то есть, вот прям хороший. Потом мы с вами пообщаемся. Там слезу мне нарисуете. А вот более такой технический, наверное, вопрос. Насколько вообще в целом сложно адаптировать японских персонажей, да, мы уже не говорим, да, о языке, понятное дело, там вообще какие-то гении должны это все переводить. Вот именно адаптировать японских... чтобы они звучали по-русски. Скажем так, да, чтобы они звучали для зрителя, для русского зрителя, вот как наш. Это очень тяжело, потому что очень многие... те, кто занимается фанатской озвучкой и прочее, они как раз, то есть я даже когда своих студентов, своих учеников учу там что-то, я говорю, вы когда слышите оригинал, вы должны воспринимать пару вещей всего. Настроение, с которым говорит человек, все остальное вы с картинки срисовываете, там же тоже это все есть. Настроение этого голоса и длительность, и больше ничего. Мелодика японская совершенно другая, не по-русски. Японец скажет «Ахайя!», ты же не будешь говорить «Привет!». Если ты так говоришь, ты дотик фестивальный, получается. Ты конченый, потому что, так не говорит никто. Вебу, так скажем. Вот это бред. И, то есть, мелодику надо делать русскую, а к этому нужна привычка. То есть, я уже на автомате это все делаю, я слышу японскую речь, и у меня синхронно в голове она уже переводится в русскую. И я выдаю русский результат. То есть он говорит, ахайя, вот это все. А я уже, привет, как дела там, что-то еще. То есть по-русски начинаю разговаривать. А вот я говорю, когда ребята сидят дома, вот если вы занимаетесь там фанатским озвучиванием или что-то еще, следите за собой. Потому что особенно, когда это делают девочки. Я все понимаю. Японская милота. Они-тян. Но вот это, братик, да твою-то мать! Так люди не говорят. И вот это получается, что
пошлость. То есть, как говорит Михаил, Японская звенящая пошлость. все, я вспомнил. Да, ну то есть, как, понимаете, для японцев это не звучит пошло. Конечно. Для них это мило. Мгм. Онитян! Но это в их мелодике мило. Мгм, мгм. А наша начинает привыкать к вот этой японской мелодике, а она для русского человека не свойственна. И получается это пошлота. Кринжовая. Да, и, ну, да сделай мило, но сделай по-русски. Да. Ну, может, вот иу, да, даже добавить. Это будет звучать более русско, чем вот эти все истории. Поэтому, да, это очень тяжело локализовать, к этому нужна привычка. Там некоторые даже, ну, когда повторяют за европейцами, испанцы, французы, англичане, когда начинают, она все равно чуть ближе к нам, Ну да, культуре. да, конечно. И, ну, тоже хреново, но как бы, а это вообще другая культура. И когда начинают повторять, ты думаешь, боже мой, кто-нибудь скажите им, как люди не говорят. Вот просто вот когда в следующий раз сядете за микрофон, там что-то будете дома там озвучивать, вот просто подумайте, вот говорят так люди в вашем окружении или нет? То есть можешь ты на работу прийти и сказать: начальник, подними зарплату. Да, ну. У вас вопрос какой-то? Да, я вот копил себе. Так. Да, много Так. вопросов. На прошлом подкасте с Евгением мы узнали, как немного работает дубляж в кино. Мгм. Вот теперь мне интересно, как это работает с аниме. То есть утверждается как, через кого это, как подбор Через голосов постель, идет. конечно же. Ну, пожалуйста. Ну, я уверен, Влад хорош в этом, раз унес украли. Блин. Хорош. Отлично. Благодарю. Реклама OnlyFans. Но смотрите, на самом деле у нас на студии это было так, что у нас фиксированное количество актеров, одни и те же. Ну, то есть приглашенных было очень мало. И мы раскидывали по там, кто больше кому подходит. Ну, то есть есть сериал, его берет режиссер, и он такой: вот у меня есть 8 голосов, лимит. И я на персонажа назначаю там из вот наших актеров. И все, и просто... он как-то по тональности определял? Или типа вот, По хочешь возьми? Или как? Психосоматика. да. Психосоматика, вот по темпераменту, Да. по типажу. То есть у меня в основном были всегда там какие-то ГГшины, которые такие, вот это все. Либо психи, либо злодеи жесткие. То есть вот какой-то тоже. Либо когда надо было кричать. Я вообще в аниме-комьюнити, я мастер спорта по крику. Просто, да. КМС. Там мастер спорта, там, золотой крик России, вот это все. И то есть мне постоянно давали каких-то орущих персонажей. Причем уже доходил до смешного с такой формулировкой, что ну он кричит. Я говорю: так и чё? Ну дайте кому-то другому. Ну ты лучше покричишь. Я говорю: спасибо, конечно, но я задолбался кричать, я уже не могу. Вот, и как-то так. То есть это назначался. На других студиях, то есть я прихожу, там, допустим, мне там звонят, там: здравствуйте, Влад, вот придите на Мосфильм, тогда-то вот к такому-то режиссеру. То есть он просто, зная мой голос, он говорит там: вот его хочу на этот. Там, или придите на киностудию Горького, там вот на эту роль, на там час-полтора, вот сюда. Потому что режиссеры знают. По всей Москве и Питеру есть там 400-500 человек, это очень мало, которые работают. Все. И они как бы по вот этим двум городам курсируют из проекта в проект. Туда-сюда. Да, и как бы вот это все. Вот. И туда попасть очень тяжело влиться в люди, просто потому что и навыка негде приобрести, и как бы, ну, тоже там все хотят кушать. Вот. А были ли такие проекты у тебя, которые одобрялись, так сказать, от первоисточника? Конечно, вот как раз тоже хотел сказать. У меня была история с Marvel. Так. Короче, есть замечательный режиссер. Гоша, привет. Гоша Данилянц. Здравствуйте. Он режиссер, он режиссер дубляжа всех новых «Звездных войн», которые выходили. Он режиссер дубляжа «Зверополиса», «Бёрдмана». Ну, у него куча работ. Он еще и кинорежиссер, снимает и там проекты классные. И он для меня был вот прям таким хорошим, в хорошем плане учителем, потому что он приезжал к нам на студию тогда, и мы писали с ним аниме. И серию фильмов «Fate», 3 фильма «Fate», я писал главного героя Сира Эмию. Вот первый фильм не под его руководством, а остальные 2 под его руководством. И там у нас вообще компашка была. Серега Мартынов, Серега, если смотришь, тебе тоже респект, которые меня приглашали и тоже прокачивали меня очень хорошо. И вот Гоша,
он мне очень много дал, вот в том плане, что я не понимал ни хера. Я не понимал, кто я не понимал, чего он от меня хочет, какие актерские задачи. Он меня деконструировал, а потом собирал обратно так, что это звучит вообще другой человек. Я рекомендую зрителям посмотреть, в сети лежит. Я горжусь этими работами, тоже хорошие фильмы. Вот Fate, серия фильмов, там, по-моему, Heaven's Fly или что-то такое называется. Вот там три штучки. Они до сих пор лежат в интернете, в нашей озвучке, все классно. Вот, и вот он звал меня потом еще на «Молокососов», в Питер я ездил, озвучивал, еще на какие-то проектики. И он мне просто в один из дней пишет, такой: слушай, короче, тут тема такая есть, сейчас «Вечные» выходят, вот, мне прислали, и я бы тебя хотел попробовать на одного персонажа, вот, но единственное, смотри, какая тема, а это все в Питере, на питерской Неве пишется, проезд мы не сможем оплатить, и вообще это в целом, типа, занимает 15 минут. Опа. Но это ж проба, это просто проба, и поэтому, вот, типа, хочешь, не хочешь, я сижу и такой думаю, большинство моих коллег из Москвы сказали: да пошел ты нахрен, ради 15 минут ехать в Питер, еще за свои деньги, потом возвращаться обратно, и все вот это вот. И как бы, а дома нельзя было записать вообще никак. Вот я хотел спросить. Просто потому что там права, это все логично, боялись, логично. Естественно. И я такой: похер, я хочу, давай, поехали. И я приезжаю в Питер, я вот эти 15 минут озвучиваю, просто буквально Гоша говорит: ну, спасибо, брат, что приехал. Пока. Да, я такой: ну, давай, Гошан, типа, на связи, там, цифры знаешь, если что наберешь. И действительно, и Marvel меня утверждают в этот фильм на одного из главных персонажей, Барри Келгана, Друик. И я такой: балдеж, очень круто. Я приезжаю, потом, значит, уже сам фильм дублировать. Он черно-белый. Выдали, как бы, такой, много кто не знает, и, то есть в большинстве, как бы, мест в фильме вообще все черное, экран, только рот виден, который летает по экрану, да. Это чтобы утечки не произошло. Правильно. И черно-белый, не цветная картинка. И watermarки везде, естественно, с названием студии, там, Нева, питерская Нева фильм, который писал это. И мы его озвучили тоже долго, он меня там разбирал вообще. То есть я тоже горжусь этой работой, потому что меня никто не узнает еще на этом Барри Келгане. Потому что вот Гоша меня опять... Мы 6 часов, я писался полуголый, потому что 6 часов мы писали, а там не так много текста. Там вообще в фильме вообще, ну, не так много слов. И мы вот это все, он меня в этом Барри Келгане пересобрал. И он получился классно. То есть классно. Насчет самого фильма... Ну, как бы, мы поговорим, не будем но вот, мы на тему. Как бы, моя работа вот очень крутая, и я говорю: спасибо тебе, Гош, что, как бы, дал возможность. Он говорит: да тебе спасибо, что ты просто приехал ради 15 минут. У нас тут питерские актеры говорят, что Нева далеко от метро, мы не поедем. Типа, блин, ну долго идти, я не пойду, не. А ты из Москвы пригнал на 15 минут, и потом обратно. Я такой: ну, вот такой я оконченный человек, да. И это правда получилось очень круто. И забавного, недавно была просто вот эта история, что я прихожу домой очень поздно, и у меня там на следующий день спектакль, и у меня что-то усталый голос, и все вот это вот. И Гоша просто мне в 2 часа ночи, он звонит: здорово, смотри, завтра в 9:30 жду тебя на студии, смотри, мы будем озвучивать. Я говорю: Гош, ты чё, блин? Ты что, с ума сошел, что ли? Он говорит: да, блин, я просто приехал в Москву, вот, и там фильмец про танцы, китайский фильм про танцы, очень хороший, он вышел сейчас, ну, он выходил, он в кинотеатрах шел, вот, и он такой: короче, вот, в 9:30 тебя жду на студии, вот это все. Я говорю: а если бы я спал? Он говорит: да, блин, ну ты же не спишь. Спал, да, по факту, ну а что? Повезло. Я говорю: классно, конечно, ты придумал. Я приезжаю в 9:30, вот такой весь перекошенный, на студию, и там... Типа тоже небольшая ролюха была, но главный злодей, оппонент танцевальной команды, что-то там какой-то такой тип, лучший танцор, которого они побеждают в конце. Вот, тоже мы что-то там за полчаса-час справились, он такой: спасибо тебе. Я говорю: Гоша, ты космос просто, вот это, конечно, отлично. Будет что еще, ты звони, главное не в 3 часа ночи. Не, он классный, вот. Ну, зато сколько эмоций. Да, правда, то есть... Ну, тебе с ним очень, да, нравится работать? Да, то есть мне нравится, когда режиссер с тобой работает, когда прям есть какой-то... Не просто с первого дубля, классно. Я такой:
Мгм. Классно, точно классно. Ага, Не, что-то ага. я могу писать с одного нуля, что-то, допустим, мне не свойственно. Не уверен, да. Да, ну то есть что-то не... То есть есть роль на сопротивление, есть роль не на сопротивление. Есть определенное количество сегмент как бы персонажей и ролей, которые мне, ну, почти ничего не надо делать, чтобы сыграть. То есть оно в моей вот как бы амплуа. психике, да, в моем амплуа. А есть те, которые вообще нет, и их надо поискать, что-то подумать, как-то найти. Вот, я люблю, когда такая есть работа. И, ну вот раз, как мы, если захотели эту тему, вот, как мне известно, подход к озвучке на студийной банде немного нетрадиционен, так скажем. Вот если мы берем там, может, вот опять же, официальную, да, озвучку, или там у пиратов то же самое. Как мне известно, в студийной банде были какие-то другие подходы, да, к этому? Да не то, что, ну, типа, как сказать, все самоучки были, и у немногих было образование. Вот, и была какая-то некая попытка в режиссуру, я всех долбил, чтобы все шли и получали образование, либо хотя бы книжки читали, потому что, ну, блин, в 20 лет какой у тебя кругозор? А режиссер должен иметь, во-первых, свой взгляд. Насмотренность. Ну да, режиссер это для меня это тот человек, который видит иначе. Я, к счастью своему, и в бытность, когда еще я не ушел со студии, пока вся эта грязь не началась, я поработал с хорошими режиссерами, и я понимал, что это такое, когда человек, вот ты видишь так, вот я вижу кружку, да, а он эту кружку видит по-другому. И что там в театре, в спектакле, что там где-то еще, он вот это свое видение воплощает. Используя тебя, конечно, как инструмент, как живой, вы в соавторстве находитесь, вы создаете, вы ткете это пространство. И как бы для меня было круто вот работать с этими режиссерами, когда вот с тем, я не понимаю. То есть я пытаюсь, я не понимаю, я думаю, какая херня, это все, а потом выходишь, вот так делаешь шаг в сторону, начинаешь смотреть на то, что получилось, такое, охереть. Да, это очень круто. Это работает все. Я не внутри, находясь в этом механизме, как шестеренка, я не понимал. Вот делаю шаг в сторону, смотрю, Работает. охерительно. Это очень круто, странно. Ну, типа, для меня странно, но это классно работает. У нас было, типа, вот Ира, как раз, которая, как я считаю, она обладала вот этим видением и обладает, что она видит что-то как-то по-другому, с чем я не всегда согласен, может быть, с чем еще что-то, но вот что-то есть такое видение, и там есть просто нехватка некого там образования, которое она восполняла и училась, и вот прочее. А остальные ребята, к сожалению, я сколько не пытался, я достаточно прямолинейный, грубый человек, я уже говорю, вы... То есть для меня было, у меня золотое правило. То есть я сам по себе выпендрежник. Ну, с детства был, как бы, что такой впереди планеты всей, вот это все. Но у меня золотое правило, меня научили этому. Хочешь выпендриваться, имей чем. Заслуженно. То есть, если и там, типа, чем-то там козырнуть, то это только плодом твоего упорного труда, того, что ты выстрадал, того, что ты добился. Не то, что там, типа, тебе кто-то дал или что-то еще. Да, это да, вообще зашквар. А именно тем, что ты сам наработал. И как бы я всегда говорю, что вот, типа, пустой треп насчет того, что там мы лучше всех или что-то еще, это херня. Надо доказывать. Доказать, да. А чтобы доказывать, надо херачить. И поэтому я вот все 10 лет я прям херачил, чтобы и себе доказать, чтобы себя уважать в этом поприще и прочее. Потому что все равно со стороны актеров, когда я еще там не играл в театре, когда я еще учился там в музыкальном училище, со стороны актеров было вот это пренебрежительное отношение. Выскочки, анимешники вот эти вот. На аудитории, да, аудитория их что-то там любит, но не профессионалы. А потом, когда ты начинаешь за пояс заткнул одного, второго, третьего, и они уже приседают с тем, что, блядь, они нас делают. Почему? Вот это круто. Это как бы, когда ты трудом. А вот когда галимый треп, я прям так это ненавижу. Даже был момент, когда, то есть, я там играю в театре, да, я параллельно с учебой я начал уже там, где-то в проектах там поигрывать, вот и все. И плюс у меня образование, как бы, даже несмотря в Гнесинке, я получил, у меня диплом артист, солист, через запятую педагог. То есть я артист уже, все. Могу, да. умею.
И мы писали там актер дубляжа, там роли озвучивали, актер такой-то, такой-то, такой-то. И фандап объединений такие: а хули, а чем мы хуже? Я тоже актер. И просто там, типа, актер Вася Пупкин озвучил... Актер дубляжа. Да, и мы такие: блин, ну это, ну нет, ты молодец. У нас, знаете такую студию Реанимедиа? Реанимедиа, да. Воронежская студия, мои земляки, Фильченко, One Love, привет. Очень классный мужик, просто. И вот я к нему приезжал на студию в гости, он мне показывал, как он работает с актерами, с воронежскими, драматическими. Он говорит: Влад, сейчас я тебе покажу разъеб. Сейчас я покажу, как я с ними работаю. Останься. А я думаю, заеду к нему на полчасика, мне надо было там с ним познакомиться и вообще это. В итоге я у него часа на 4 остался просто. Он меня там кормил, все это. Классный мужик вообще, от души просто. Он и в Москву потом сейчас приезжал на фестиваль и все. Блин. Передайте приветы от меня Александру, вообще кайфовый. Вот, и у него там свой подход, он это все озвучивает. И мы с ним разговариваем, вот тоже про вот этих фандаперов, и он мне дельную вещь сказал. Он говорит: Влад, ну понимаешь, ну могли колоться, могли пиво пить по подъездам, Правильно. а сидят, озвучивают. Правильно. Я говорю: Конечно. ну да, блин, да, Логично. Да, нет, круто. И в этом плане круто, но только у тех, кто начинает этим заниматься, начинается вырабатываться вот эта история, когда аудитория там или что-то по типу ЧСВ, по типу вот этой вот штуки, да мы, да кто они, да мы там вот это. И это прям как возня в детском саду. Ну, то есть, такая же херня в театрах. Но там, условно говоря, когда Хабенский начинает там что-то, да там вот это, или там Саша Петров в кино. Ну, то есть, есть это везде, во всех актерских сферах, все друг друга там что-то... Один театр на другой говорит: а вот эти там вот говнари, а нет, вот эти вот говнари, а вот это все. Но там люди все равно в профессии, и как бы они этому тоже много крови пролили, много пота. Ну, они вот друг это друга все. как бы все равно понимают. Да, и есть некая все равно актерская этика. То есть за кулисами, пожалуйста, в кулуарах, окей, наружу никто этого не выносит. Есть актерская этика. Коллег друг друга, ну, мы не хаем в публичном поле пространстве. В аниме-комьюнити же просто Боевые действия. такая жесть, там ну просто вот. Тотальная война. А еще дело в том, что как бы зрители, они же не знают эту историю, не понимают, и они много вещей, то есть, ну, это сказал челик, который там озвучивает вот на своем YouTube-канале, ну, наверное, он прав. И многие за чистую монету воспринимают и поддаются вот этому всему, не вдаваясь в подробности, а просто все принимают за чистую монету. И начинаются вот эти холивары и прочее. И очень много, и мы, когда в бытность на студии было, когда очень много в интернете про нас и все. Зато, когда в жизни пересекаешься на фестивале, В жизни. боже, Любезнейшие как люди. же они засовывают свои языки в жопу, ты бы знал. Это такой... Потому что я прям угорал. Потому что я любил, ну, опять же, я очень прямолинейный, слыву иногда даже жестоким, потому что я пытаюсь за справедливость, если вижу там подлость, какое-то вот это, я прям буду гасить. То есть если я вижу, что человек там пустотреп или что-то там гнилое, или делает какие-то нехорошие вещи за спиной кого-то, я прям буду гасить. Я говорю: нет, я не хочу, чтобы этот человек там находился рядом или что-то еще. Нет, не терплю такое. И я делал максимально зверские лица, просто. И, ну, не то, что нападал, а прям подходил здороваться. Ой-ой-ой. И просто, когда люди так менялись в лице, просто вспоминаю все, что они там могли говорить. Это вот это Здорово. вот так, перед боем стоят вот так вот. Когда... Здорово, Ещё Райнер. 5 лет не виделись. Скулами, скулами. Садись, Райнер. И вот это, ну, это прям очень смешно, да. На словах ты Лев Толстой, как говорится, а на деле... Опа-на. Да, опа-на. Опа. Вот, очень Слушай, а вот несмотря на твой девиз «выпендривайся, но заслуженно», у тебя вот все равно не было такого момента, когда вот ты как будто зазвездился? Ну, такой маленький, может, момент жизни или, может, Но длинный. смотря что в этом понимать, как бы зазвездился. У меня был период, когда я подумал, что типа я вообще на коне. Но чем мне хорошо и чем мне как раз вот помогло не зазвездиться там в плане, как некоторые мои коллеги и прочее,
я постоянно что-то новое делаю. М. И я актер. Мгм. То, что я занимаюсь озвучкой, и то, что принесло мне славу, там, популярность какую-то, это все равно сфера вторичная. Мгм. Кто-то сыграл, кто-то там сделал, а ты это, вот если в игровом кино, ты это повторяешь, и ты должен сделать не лучше и не хуже, а столько, сколько дал актер. Бывали случаи, когда наш дубляж добавлял какой-то остроты оригиналу, крутоты добавлял и делал, ну вот, Для если народа, это можно грубо назвать, да, лучше. Но в целом, как бы, вот такая история. Гораздо лучше, как бы, богаче в этом плане анимация, потому что человек нарисовал, но это не актер. Ну да. Это нарисованный персонаж, и ты в него можешь вдохнуть. И именно поэтому мои там персонажи в аниме там кому-то могут так нравиться, потому что я смог в них привнести больше, чем в игровом кино. Гораздо больше, потому что ты его можешь создать, этого персонажа, чуть сделать по-другому, нежели в оригинале. И это классно, это здорово. И моя все-таки первостепенная деятельность — это театр и кино. Я актер театра и кино, я играю в театрах, я там снимался в кино, сейчас вот тоже возобновляю свою киношную деятельность. И как бы меня оно приземляет. То есть если в озвучке это такое определенное свое болотце, да, и вот окей, там популярность есть в озвучке, да, я озвучиваю, меня зовут на студии, я там озвучиваю там. Я в основном сейчас стараюсь отказаться от потоковых каких-то, и с режиссерами там я договорен, что меня зовут на какие-то прикольные роли, или там что-то еще. Вот. А как бы, когда ты приходишь в театр или в кино, тебя тушат немножко, приземляют. Ну да, Это там ты в озвучке, там популярите, вот это все. А здесь ты никто и звать тебя никак. Будь добр, завоюй. С самого начала. И да, для меня открываются какие-то плюшки, там, допустим, в моем агентстве киношном, из-за того, что у меня популярность есть и в СНГ, и в России. Да, мне там какое-то уважение и со стороны даже продюсеров, и со стороны наших агентов, и какие-то заказы прилетают. И в театре тоже там как бы респект выражают, и мои фанаты приходят. Я стараюсь свою аудиторию окультуривать и зову их в театры на свои спектакли, ко мне приходят, и это очень приятно. Вот, особенно у меня был спектакль, мой мюзикл, в котором я исполнял главную роль, «Дочь Монтесумы», и я его играл в день рождения. Вообще для артиста в день рождения выступить на сцене — это прям вот очень лучший вариант дня рождения, что ты на сцене в свой день рождения, и было прикольно, когда я доиграл до конца 2 акта, все, и уже поклоны, и зал встает, и такой: «С днем рождения!» Ну это мило, ну, наверное, мило было. Или когда в зале на поклонах кто-то начинает: «Эрен Ега!» Я такой: да, это мои люди в зале, да, это они. Вот, поэтому звездность какой-то момент был, но с другой стороны, вот эти все вещи, они притушивают, приземляют, и я всегда себя держал в руках в этом плане, потому что я такой: Влад, тебе еще предстоит очень много работы. Я как бы без хвастовства, актер озвучки, да, тоже, я обладаю достаточным интеллектом, и я очень сомневающийся в себе человек. И иногда я с этим пытаюсь бороться безуспешно. И каждый раз, когда там что-то не получается или что-то еще, у меня тоже бывают вот эти моменты депрессухи, выгорания и прочее. И зазвездиться я себе просто не даю тем, что ты еще очень многое не умеешь. Ты еще там здесь у тебя просадки, здесь тебе еще многому надо научиться. У тебя путь вперед, да, там ты можешь быть звезда, как вот местного разлива, квас очаковский из бочки, но для того, чтобы, да, для того, чтобы подняться это, а планы громадье туда, и тебе еще много надо работать, тебе еще много надо над собой усилий сделать, приложить и все прочее. Можно забраться на горку, но покорить гору, да, намного сложнее. Да, но это как, чем быстрее взлетаешь, тем быстрее упадешь. Да. Это золотое правило, то есть те, кто быстро взлетели, они потом также быстро упали. Потухают. Вот. Это не мой вариант, и у меня с детства была такая история, что мне потом и кровью приходилось все выгрызать просто. Меня это уже даже иногда выбешивает конкретно, но зато это закаляет. И закаляет характер, закаляет все. То есть ничего просто так вот, сука, не дается в этом мире. А иногда хочется просто чего-нибудь. Не, ну как Вот. будто Ну ладно, бы- мне грех жаловаться, но... да. Ну, как будто бы так и должно быть. То есть человек должен заслужить право быть тем, кем Ну он это правильно. является. Ты родился человеком с маленькой буквы Ч, а чтобы стать человеком с О. большой буквы Ч, тебе нужно как бы... Ну это как для мужиков тоже. Ты мужик не потому, что у тебя половые признаки, а ты мужик
потому что ты себя воспитал. Как мужик. Ну, великие гуманисты прошлого столетия, я с ними согласен в одной штуке, они говорили, в чем человек может быть подобен Богу? В создании. Мгм. В создании чего? Самого себя. Мгм. Вот и все. Ну да, кстати. То есть да. самого себя создать. Мгм. И я как бы вот этому правилу следую, типа путь Бусидо, вот это Мгм. у самурая нет цели, есть только О, путь. да, да. И ты себя должен создавать, ты себя должен дисциплинировать, если ты хочешь чего-то добиться. Это труд, Мгм. все тяжело. Думать тяжело. Мгм. Что-то делать тяжело, ни хера нету простого. Вот я все время тоже питал иллюзию, что что-то есть, что прям просто. Мгм. Ну что-то должно быть. Ни хера нету, во всем надо усилия прилагать. И Мгм. иногда так, что до кровавых соплей. Мгм. Блин. Сейчас какая-то мотивационная передача началась. Чисто бизнес-тренинг. Жесткий. Слышишь ты? Не, ну мы скам проходили, так что уже что, нормально. Ты вот буквально только что упомянул о том, что человек строит самого себя. Мгм. Возможно ли модифицировать эту фразу на современное время, что человек уже строит себе подобных, вот как раз-таки в лице нейросетей? Вот это очень такая тема, которую хотелось бы обсудить. Ну, как сказать, строить себе подобных в лице нейросетей. Нейросетки — это потрясающая вещь, потрясающий инструмент, который может привести как к большому благу, так и к большому худу. Мгм. То есть кто-то говорит, там, что он может заменить актеров озвучки, кто-то говорит, там, что когда появятся андроиды с искусственным интеллектом, они заменят актеров. Ну, поживем, увидим. Мгм. Сейчас об этом Можно мечтать, слишком рано говорить. Пугать. Но в том, что, да, опять же, я говорю, то есть в руках хакера нейросеть превращается в идеальное оружие массового уничтожения. В руках умельца, ремесленника это превращается в какое-то потрясающее, невероятное поле возможностей, которое можно сделать быстро, качественно и круто. Вот, поэтому да. Ну, как-то не могу ничего сказать, надо наблюдать, просто наблюдать за этим. Но как будто же уже пошли же такие случаи, когда у актеров дубляжей просто-напросто воровали голоса и уже в каких-то Да, своих личных коммерческих целей да. использовали. Да, используют в основном дикторские, когда вот подачи, то есть домой даже тоже голос загоняли, мне присылали ролики с попыткой там типа, но это звучит калечно. Не, ну это То пока есть что, прям представь тебе Вот, вот. не, а некоторых, когда, если говорить вот такой дикторской манерой, то есть полная херотень, это без абсолютно никакого актерского подключения, я просто типичной дикторской подачей говорю текст. Вот типа если такой актер хреновый, да, его загнать в нейросеть, то там можно любое озвучить и не отличишь от оригинала. А если в плане живая хорошая актерская работа в дубляже, то загоняй, не загоняй, оно пока еще не сделает. Это все тончиссимо такое, поэтому Да. Это нет. вот очень-очень тонкий, очень, скажем так, complicated, очень сложный процесс, и, скажем так, пока что этого невозможно сделать, но, опять же... Но возможно когда-то когда-нибудь... действительно нас всех заменят машины, и все им капсдав, типа... Не, ну если брать более близкое будущее, как будто бы уже как бы нет еще. Нет, конечно. Не Нет, настолько. Это реально, это вот, актеры дубляжа. Мгм. Это же надо поверить, это же надо сделать. То есть ты не можешь, скажем так, взять актера. Мгм. Вот как по сути это сейчас делается? Берется человек, который должен озвучить, Мгм. у которого должна быть интонация, Мгм. которая эта интонация сама должна находиться в базе данных у самой нейронки. Мгм. И, скажем так, также на голос самого человека, на разные голоса, это все очень-очень своеобразно ложится, вот эта нейронка. И на самом деле вот как-то просто озвучить, чтобы так же, как актер звучать, другим голосом, это нужно быть актером все равно пока что. И то не факт, что тебе этот голос хорошо подходит, хорошо на тебя ляжет, там, и в целом это будет как-то смотрибельно. Да. В гораздо более выгодном положении находится нейронка, которая оригинальный голос заставляет говорить на разных языках. Вот, О, ну да. это полезная вот штука. это гораздо более выгодно, и вот это скорее убьет Переводчиков да, вот это всяких. все, потому что это, говорит условный, там, я не знаю, Роберт Дауни-младший, и просто в нейросетку загоняешь, и он своим же голосом, просто говорит на При португальском. этом липсинг. Да, и Так, чуть-чуть оно меняет. Сейчас это тоже выглядит калечно, все как-то убогенько, но если в это вложат
а в это вкладывают огромные бабки. Огромнейшие. Недавно была вот новость, что там компании типа Nvidia, Microsoft, прочее, они закладывают миллиарды долларов и вкладывают сейчас в сегмент развития ИИ. Скорее всего, это будет такая же гонка, как гонка вооружений, как холодная война и прочее. Кто быстрее сделает совершенный искусственный интеллект. Уже началась, либо вот-вот начнется эта гонка. И действительно, если так появится, то нахера надо будет вообще профессия переводчиков, актеров дубляжа, если ты просто снял на своем языке, закинул в эту программу, она тебе... И ты говоришь на любом языке без вот этих всех посредников. Зачем платить больше? Ну, верно. Подписку купил? За $15. Да, выходит, что нейронка может, по идее, всех убить, все профессии. Ну, если так. конечно, она может, когда-нибудь, да. Бухгалтеров, типа, точно. Когда потому что она совершенная. Актеров дубляжа может, роботизированные какие-то моменты на заводах, если, естественно, научить ее может. Как будто она вот только не сможет убить каких-то тестеров, ну, хотя, опять-таки, она же сама обучается. Ну, да, это как, типа, когда пришло заводской труд, вот эта машинная инженерия, пришла на замену ручному труду. Тогда что же многие места потеряли? А потом научились просто обслуживать эти машины. Здесь такая же история. Ну, поменяется время, поменяются профессии, что-то уйдет, канет в лету. Но будут те нужны, кто будут контролировать нейросети, проверять там или что-то это же не все, кто были раньше на этих должностях. Это какие-то обученные люди, кто этому учился, изучал это. Да. Ну, опять же, это все равно, мы как к вчерашнему подкасту, мы это тоже немножко обсуждали, все равно вот тех, кого заменили машины, это были штамповочные прессы, да, вот это вот такая монотонность, закручивать и так далее. Они просто ушли немного в другую стезю, они ушли туда, где еще их не успели заменить. И, скажем так, они доживали. Ну и как долго они могут бегать так? Ну, достаточно долго. Мне как заводчанину это важно знать. Долго? Я заводчик, где мне работать? На самом деле, достаточно рабочие много. места народу. Достаточно многое время. Ну, долго. Это же не все сразу, оно везде появляется. Где-то останется по-любому. Там, типа, кто-то не сможет себе позволить. Потому что вначале это, скорее всего, будет очень дорого. Ну и как-то вот... Да и что, роботы еще не научились делать настольную самсу. Вот как? Пожалуйста. Если вам, ну все, погнали делать там. 1-0 в пользу человечества. Ну все, хорошо. Все, теперь все. Я захожу на ринг, да. У нас начинается бойня. Так, отлично. Marvel и DC. Жестко. Да. Так. Вечные. Так. Мы услышали, как ты туда попал, как ты это все прошел. Да. Теперь как зрителя. Тебя фильм устроил? Ну, у меня было много вопросов. То есть режиссер, забыл, как ее звали, Чань Чжоу. Она же... Ну, это не так сейчас. Она «Время кочевников» сняла, но это была драма, и она получила там награды какие-то за нее. Вот, а тут она попробовала «Вечные». Очень спорный. Очень спорный, очень много вопросов. Я, когда шел в кинотеатр, я шел с одним настроением, потому что я же полностью фильм не видел, а получил в итоге... Я доволен своей работой. Как бы, да, это... Хорошо озвучил. Да, проделанная работа, классная. А в целом, как к картине, ну, очень много вопросов. Ну, ты что-нибудь положительное нашел? Да, конечно, визуал, как бы... Ничего, так, попытков какие-то, ну... Выстрелы, вот это вот, и пиу-пиу, вот визуал, да? Ну нет, картинка, когда там ландшафты показывали, вот эта вот история, то есть... Не CGI, не CGI. Да, не CGI, а именно вот сочная как будто вот эта история. пытаться найти такие какие-то маленькие хорошие моменты в таком фильме. Ну хорошо, ладно, и еще что еще? Последняя сцена, где Гарри Стайлс вышел, типа, была просто неожиданная херня. Такой, окей, допустим, вот, какие-то, да, не знаю, мне трудно, потому что не хочется хаять, но он очень спорный. Как фанаты же, ну как, не фанатеешь, ты увлекаешься этой гик-индустрией? Конечно, марвеловская вселенная, все вот это, они ее же... Ну, попытка была связать и задел там на будущее. Они вот сделали в конце, когда Джона Сноу забрали, да, вот с этим мечом, странная вот эта история. Точнее, не когда Джона Сноу забрали, а когда эту вот... Забыл, как ее зовут. Ну, короче, всех вечных, когда
вытащили, Ну, и он такой, время обнажить клинки. Вот, и когда Гарри Стайлз появился, то есть задел прикольный, вот это прикольно. Но сколько времени прошло, сколько лет прошло, все о том же гудят провода. А где? Ну, ничего. То есть пока ничего, никаких вестей по этому поводу я не слышал. То есть либо они забросят эту ветку, либо что. Ну, для меня было, типа, счастьем успеть, ну, типа, для меня как-то, знаешь, такая галочка. Я залетел в последний вагон Marvel, типа, перед вот этим всем, перед, как бы, событиями, и такой, я в Marvel. Отлично. Ну смотри, когда вот обсирают фильм, ты считаешь, что это какая-то личная неприязнь к тебе, что высказывается? Нет, а при мне никто не обсирал. Он как-то, знаешь, так ровно прошел, что его даже как будто бы не обсуждали. Не, ну, нет, его прям обсуждали, потому что там вроде как были надежды, там телесериалов этих всех показали «Зарождение», и так это все испоганилось, и как актер дубляжа ты все-таки имеешь непосредственное участие в этом. И ты, сука, виновен! Не, я понимаю. Тварь! Как ты мог, как ты можешь стоять там, где стоял он? Ну, нет, то есть мимо меня прошло как-то. То есть вот у меня никогда не было, и никто из фанатов не писал, там типа вот, а что это за херня? Нет, такого не было, вот прям мимо. Не, ну не именно к тебе я имел в виду, а вот когда ты какие-то там, ну, допустим, рецензии вот даже, читал, или даже, когда не, обсуждали. даже не видел, вот честно вот скажу. тебя не упоминали, ну такой, ну блин, они обсирают, ну значит где-то я тоже не так что-то сделал. Бывало, там что-то попадал, какие-то киногрехи видел, там, или что-то, но я согласен там с какими вещами. Я же адекватный человек, я не могу сказать, типа, нет, это замечательно. Нет, если где-то, ну, херовазненько, ну, я признаю, что это херовазненько. Ну, это и нормально, на самом деле. Ну, да. Конечно, не в масштабах денег Marvel, Ну, но все равно... могу себе позволить, говорит, значит, что там этот Руссо, братья, этот, как его звать-то, который главный у них, Файги? Кевин Файги. Да. Не, как будто бы я вот не знаю, вот когда закончился финал, была окончена целая глава Марвел. Да. Ну, я могу представить, да, то есть вот этих старичков всех они отгоняли, последние деньги они выжили, там сколько, миллиард, 1,5 миллиарда Да с до каждого хера фильма они, они это просто, собрали. Там прибыли чистые, а еще с продажи мерча, а еще с проката во всех странах, и все, там такие бабки. Ух. Вот как будто бы логично начать новую главу с каких-то вот новых героев, там, с представления новых, там, вот этих команд новых. Но когда ты смотришь, как они это делали, и ты смотришь, что было до этого, очень много вопросов возникает. Это какая-то проба пера, каких-то новых людей, режиссеров, каких-то новых команд. А если это проба пера, то почему это не делается в каких-то там сайдовских проектах, каких-то мини-сериалах или так далее? Почему это выпускается именно в те фильмы, где как будто должна быть заложена мудрая мысль для продолжения всей ветки сюжета? Вот я так и не понял этого. Вот ты что думаешь? Хороший, сука, вопрос. Я не знаю, то есть, что у них? У них же там и повесточка, и вот это, и инвесторы, которые их долбят, и как бы надо всем угодить. Мне кажется, что они просто там охуевают, вот если честно. Потому что вроде бы там позвали вот эту, которая сняла «Время кочевников», сняли «Женщину Халка». Блин, вот женщина Халка таки. Сняли это, и все прям херня. Вот какой проект Marvel в последнее время был прям хорош? «Стражи Галактики 3», и то... Вот этот вот последний. Ну там совместно же Sony как тоже немножко. Плюс, которые более, нет по Титановой, уже вот это, была. когда 3 появилась Человека-паука. Да, они Это разъеб. Это вообще... Это просто, блин. Там зал рыдал, орал, все это пушка. Окей. Они сыграли на ностальгии, да, и ну сделали это вот ностальгия, классно. да, Вот то есть чисто. они взяли старые, вот Тоби Магуайр такие, вот, нате. Ну, естественно, Просто, там блядь, все, когда да. он просто вышел, Тоби Магуайр, там зал взорвался нахер. Я чуть не умер, я чуть не скончался в экстазе, когда он вышел. Мы просто... Вот, Евгений, а вы не верили, вот мы с ним обсуждали, он такой, ну, как бы, ну... Вот Евгений это максимально вот скромный человек, он до последнего не понимал, почему мы так любим Человека-паука. Мы ему пытались объяснить, что да, актер Тоби Магуайра есть, да, но он же вдохнул в жизнь с американской версии Тоби, и как будто бы из-за этого мы и полюбили. То есть да, была картинка Тоби, но если бы он говорил по-другому, если бы он что-то где-то, ну не факт же, что мы полюбили. А он так лег идеально. Да. Вот. И мы вроде убедили боженька. Евгения в том, что вот все-таки с огромным его усердием и проделанной работой вот Тоби Магуайр, возможно, в СНГ стал тем, кем он сейчас есть. Вот она, старая школа. Да, так ты чё, блин, для меня все равно эталонный паук — это Тоби.
Да. Самый первый. А Том Холланд молодец. Молодец, классный, да, Молоденький круто. такой. Но, блин, не знаю. Ну, это опять же, это эффект как бы утенка, Да. что кого первого увидел, того там Того и привязался. Ну да, кстати говоря, мы когда так обсуждали, там среди поколений разные. То есть вот Ну, именно конечно. такие Те, старички, кто помоложе, там, они типа, уже говорят Холланд вообще, Да. One Love. ну, как будто они и не смотрели фильмы про Человека-паука по-любому, с Тоби не, Магуайром. То есть это они навряд ли. Холланд. Да, по-любому ссекуны вообще, да. Не, ну все-таки вот я задумываюсь как фанат, ну, плюс тем более у нас вот YouTube-канал, мы делаем ролики, куда это все идет. Кто его знает? Мне кажется, это кризис, который они должны преодолеть. С таким баблом, бля. Не, Ну, ладно грех не бы преодолеть. этот кризис, так у них же есть запланированные планы, то есть с Да. с каждой фазой там все эпичнее и эпичнее, то есть сейчас нас готовят уже вот к мультивселенной, то есть Да, уже да. несколько фильмов отсняли, потом там уже будут секретные войны, ну если ты читал Secret комиксы, Wars, там да. это отвал башки там такое было. Я не уверен, что они смогут это реализовать как в комиксах, хотя, учитывая нынешнее время, нынешние технологии, если захотят, то как будто это будет отвал башки. А вот что потом будет и чем они будут заполнять промежутки между этими фазами? Таким же каким-то отборным говном? Ну, типа просто, ну вот мы... Отборное говно. Да-да-да. Мы вот отобрали вам 2 фильма в год, ну вы схаваете, ну вы уже ждете «Секретные войны». Так что посмотрите это сначала, так как на последней минуте, а мы не скажем, на какой именно минуте, хоть она и последняя, последний фрагмент этой Типа минуты. будет намек на Да, то, мы что сделали там вот намек, это так всё, что да. вы идите в кинотеатр, покупайте билеты и смотрите. Ну мы ж пойдем все равно, блядь, хули говорить. По факту, Ну по типа, факту я... а чё пиздеть-то, да? Ну мы же пойдем. Да, чуть я распетушился-то здесь, по факту пойду как миленький покупать Мы же все равно билеты. схаваем, сука, и пойдем, потому что мы ждем, мы верим, блядь, потому что они нас подсадили на эту иглу. Мы как дети Да, ждем, да. типа, что будет классно. Сейчас Да, точно. фан-сервис — это вообще ужасно. Это столько денег можно потратить, если покупать все, что они делают. Да, Это да, невозможно. да. Ну, блин, все ради кошельков, ради вас. Я думаю, наоборот, пускай делают. А чё? А если бы не делали, что бы тогда? Скучно было. Скучно было бы. И богаче. Да. Нам. Если бы у меня не было молота Тора, я бы как вообще жил? Никак. Базар, а рука Халка? Ну это Вот же, это ну, же кружка, Да. рука Таноса, вот эта вот перчатка бесконечности. Мне Это же- подарили, мне что я не подарили. покупал, Факты, мне факты, подарили. просто факты. Мне Он подарили. такой, блин, писался от радости вообще. ну конечно. Не, ну приятно же, ну типа подумали, что Из мне, всех возможно, языков они понравится. выбрали язык фактов. Да. Ой, хорошо. А ты смотрел этот «Мадам Паутину»? Нет, я что-то... Правильный выбор. Я потому что такой... Так, выходит, значит, еще с актрисой, которая 50 оттенков серого, значит, играла. Ну так. Не, всё. ну как будто Так вот бы, это. как И будто что-то бы. вроде как-то оно поначалу разгоняли, что вроде ничего, оно вышло. Вот, и я вот, думаю, выждать надо немножечко. Как пошли рецензии, я такой, о нет. Сколько там на Rotten Tomatoes? Ой, 5? Что-то плесни, как-то прям вообще. Да, и я такой, не, я не буду это смотреть, я не хочу разочаровываться. Просто я не Вот не опять-таки, хочу. вот в чем проблема была этого фильма? Вроде бы сюжет, ну, как будто бы интересный, как будто бы, по крайней мере, если там, ну, общую рамку этих всех актеров героев продумать, вроде интересно, там, типа, женщины-пауки, ну, как будто бы Классно, классно. Женщины-пауки же, что это там форма, вот это все. женщины-пауки. Да, как будто Тут все, фан-сервис, все да. шикарно, для нас чисто Да, сделано. конечно. Как будто бы какой-то антигерой тоже, антагонист, тоже должен быть интересен, какой-то паук, дух паука, то есть там что-то проникнул, что-то с мистикой связано. Сняли, смотрим. Тупое говно тупого говна. Женщины-пауки, как это хорошо, блин, да, будет вот так вот. Двулика как будто бы Да, звучит. да, 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 Вначале да. Женщины-пауки. Женщины-пауки. Да, это вот этот мем с двумя пауками. Красный человек-паук и черный человек-паук. Звучит по-разному, одна фраза. Ну да. Вот Ну, опять-таки, у меня большой вопрос, ну серьезно, это как будто бы не так было сложно сделать костюмы у героев, у актеров. Откуда они заказали их? С Алиэкспресса, Ой, да, блядь? я думал, можно Что это? сказать или нельзя сказать с Алиэкспресса, типа реклама, не реклама будет. Да, и так Да. и все знают. Поэтому. Ну,
как будто бы же есть косплееры. Ну, даже если вы не хотите заморачиваться с фильмом, вы не хотите что-то там продумывать, делать какие-то классные костюмы, ну, возьмите хотя бы там на время съемок приличные костюмы у косплееров. То есть даже если сравнить, что было в фильме... Да ты и представь, что какие было у там косплееров. бабки, какие косплееры, они могут с нуля, блин, фабрику построить, Ну, чтобы я она про это, но- сшила эти костюмы. Вот, но я просто уже отталкиваюсь от Поэтому- того, что им совсем было на отъебись, ну, хоть что-то сделайте Ну. хорошее. Окей, дальше, сюжет. Ну, ты не смотрел, да, я Я понимаю. говорю прям мимо. Можешь спойлерить мне, я и не буду смотреть. Ой, ну, я не знаю. Сюжет в начале как-то ты такой, ну ладно, ну, вот так вот как-то посмотреть, и, ладно, а потом как это пошло, как просто диалоги, бабы выясняют отношения между собой, там мужик приходит, просто по поезду идет, там 15 секунд драк. Не, я понимаю, да, что, возможно, кому-то драмы, мелодрамы нравятся, но не в супергероике же, не в супергеройских фильмах, где, ну, ты ждешь экшен как-никак, какое-то развитие сюжета, а там сюжета по факту на Типа 15 выяснение минут. отношений в основном. Да, ты права, ты не права, я тебе верю, ой, а я вижу будущее, ой, а ты кто такая вообще, ой, а ты меня убила? Ну, О, вау, ух ты! да. Уху. И потом это финальная сцена, где тебе, ну, самое такое, намерение антагониста рассказали буквально, ну, в первые 10 минут фильма. То есть, ну, как будто бы я бы ожидал, что вот какая-то такая вот мрачная личность, там что-то такое происходит. И в конце мне вот как-то намек, возможно, да, ну, как обычно делается, с крюком на продолжение, что, так вот почему он так поступил, так вот в чем его мотивация была. А это раскрыли в первые 10 минут, и ты такой, ну, ладно, мотивация мне понятна, и как он с этим будет жить? А он никак не живет. Ну, серьезно, да. Окей. Да, моя судьба такая, я хочу ее исправить. И все. И потом эта финальная сцена, которую поставили, я не знаю, как ее ставили там. Я не помню, в каком российском фильме это было, где была боевая сцена, и она была нарезана на частей 20. То есть там каждый кадр практически... Я забыл, как называется фильм, как это что-то с космосом было связано. Там этот вроде еще снимался, как его, который Мачете. Не, это российский фильм был. Российский тогда? Какой Невский, что ли? Может, Не-не-не. это? Вот так вот. Там все хорошо. Я думал, сейчас будет по типу этих райских яблочек. Да она не может любить тебя. Думаешь, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю себя. Вот это вот. Вот, да, это боевая сцена, они типа его все выигрывают, и конец. Ну да, там были какие-то попытки отсылок на Заебись. будущее, отсылку на Тома Холланда, что там какой-то маленький мальчик. Ну, ладно, я все-таки из уважения не буду спойлерить, все-таки. Ну, зрителям все же. Ну да, Ну да, может кто-то рискнет. Да. Типа. Вот, ну, я не знаю. Просто не хочется говорить, вот очень не хочется говорить, что это как-то связано с тем, что это снимала женщина. Ну, не хочется говорить. Да не, просто на самом деле, как сказать, женское кино тоже есть. Есть очень хорошее, и снятое женщинами, и сыгранное. Это вообще не вопрос. Повестка, то, что у них там вот это все. Да, твою мать. Мне насрать будет на повестку. Есть гораздо, огромное количество фильмов, в которое повестка, необходимая там властям или что-то, вплетена грамотно в сюжет. То есть, вы хотите больше показать там женщин, окей, не вопрос. Вы хотите там за права как-то поддержать, да пожалуйста. Но сделайте это хорошо, блядь. Грамотно и уместно. Не надо меня кормить говном. То есть просто какую-то херню с тем, что вот мы сделали так, чтобы всем это... Да вы кино снимите хорошее. Вы не для того, чтобы повестка, а снимите кино и вплетите туда эту грамотную всю эту историю. Я должен конечный результат видеть как потребитель, как кино, с грамотным сюжетом, с выстроенной композицией, с драматургией, со всеми вот этими персонажами прописанными. И тогда эта повестка будет работать сама по себе. Она будет фоново мне в сознание капать, что вот так плохо, а вот так хорошо, вот это надо уважать, вот это делать. И все будет довольно, все классно. Но вы же этого, сука, не делаете. Вы пытаетесь меня накормить какой-то говной. Больше не пиши сюда. Говной воняет. Вот приведем пример Майлза Моралеса. Афроамериканец. Ну, как будто бы повестка в лицо. Но ты начинаешь смотреть, Классно же. и ты забываешь про это. Да, блин. Вот ты там заметил, где
повестки были в этих двух мультфильмах? Там это можно фильмах? найти, там это можно, да, про вот как раз про жизнь черных, типа, как им нелегко тоже, какие-то моменты, предрассудки, там, чутка расизма. Но эта история классно вплетена. И она тебе рассказана не так, что вот опять пожуй говна, а круто, и ты смотришь, классная история. Первая часть — шик. Вторая часть — класс. Какие-то семейные проблемы туда вписывают. Вот, это да, вот проблемы с отцом, там разговор с матерью, как это вот туда, проблема принятия себя, проблема поиска вот в жизни как-то. Подростковые всякие Да, вот эти и приколы. это сделано классно. Вот, пожалуйста. Ну могут же? Могут. Так что мне, ты кого хочешь наебать? Ты думаешь, мы долбоебы? Вот, как бы, есть же хорошие, есть. Да, Вот да. не делайте говна тогда, пожалуйста. Да, я тоже хочу это подтвердить, потому что там на самом деле повестка есть, но она там спрятана. Вот, то есть там есть и флажки ЛГБТ, и есть предпосылки к тому, что Гвен и, возможно, и лесбиянка, и би, но это так, оно есть, но ты не обращаешь это, потому что ты смотришь на главных героев, и ты им Оно не сочувствуешь и основное. сопереживаешь. Да, То есть да, оно вот. фоново просто. Да, то есть как это бы. где-то есть по Считаешь, обязательствам. считаешь. Да. Мы там с нашим Да. менталитетом не считываем какие-то вещи. Мы смотрим за основным развитием. Вот это и правильно. Блин. Вот, и тут задаешься вопросом, это потому что было снято Sony, или это просто потому что было снято, ну, умными людьми, которые понимают, что нужно от фильма? Скорее второе, чем первое, просто потому что, ну, как бы везде есть конченые, везде есть хорошие, как бы, ну, это золотое правило, поэтому, ну, вот так совпало, что там команда хорошая попалась, и люди с трепетом и с уважением относятся. А так, ну, я не знаю, нет. там Не, ну там мы не же варюсь, не кручусь, то есть рассуждаем мы же, можем только рассуждаем. предположить, Конечно, конечно. а вот как это на самом деле, хер кто Не, как ну, бы кто дознается. знает, ну, мы Да. просто же Никто можем никогда не порассуждать. не да, признается конечно. в этом, на Да. самом деле. Да. Окей, но мы также знаем, что ты там озвучивал. Да, да. Расскажи о процессе. Я как, что, озвучивал Майлза Моралеса, причем изначально его озвучивал в первом фильме другой как. Мгм. актер в официальном как бы дубляже, прекрасно справился. И вот Дима Череватенко в один из дней, когда только-только вот, значит, Да, появился трейлер, он мне пишет, типа, вот хотим тебя позвать. Мгм. Я очень удивился, потому что я думаю, блин, странно. Мгм. Почему меня? Почему не как бы того? Он говорит, ну вот, нам кажется, что ты подойдешь. М. Я говорю, спасибо, очень круто. Мы записали трейлер, Мгм. мне он не понравился, я такой, блин, ну, надо было, можно было сделать получше. Ну как, со стороны Да. проделанной работы или Ну как да, трейлер? со стороны моей проделанной Мгм. работы. Там потрясающе звучит актер Саша Хашибаев, мне очень понравился. Вот. И там тогда вот эта конкурентная гонка между другой студией началась. Но у нас он набрал очень много просмотров, там Мгм. под миллион этот трейлер. Оу. И мы начали делать дубляж. И вот как по экранке, это же вся была нелегальная Да, история, да, пиратская. Ее крутили в кинотеатрах в итоге по всей России. Мгм. Там огромное количество было кинотеатров. Я устраивал даже просто фанатский кинопоказ, Мгм. когда я такой, вот давайте в этот день, вот типа этот зал, вот этот сеанс, покупаем билеты все и сделаем сходку. М. И набился весь зал, там 500 У. человек, просто это было очень круто, мы провели сходку, вообще потрясающе. Вот, и за эту работу мне тоже не стыдно, потому что многие режиссеры, которые смотрели, они говорят, вот ты классно сделал, прям кайфово. И я много тоже времени потратил, мы 2 дня это писали, я заставлял какие-то моменты переписывать, Мгм. то есть что-то добавлять, потому что ребята хотели скорость, типа как можно быстрее. Я говорю, идите нахер. Нет, я хочу, чтобы это было классно. Поэтому мы останавливаемся, мы переписываем, и все туда-сюда, вот это. И, типа, я говорю, я хочу работать над этим. И мы сделали круто. Не знаю, исправились сейчас или нет. В интернете до сих пор можно найти дубляж РХС, как бы Да, вот да. это все. Все посмотрите, на самом деле, это, ну, для меня это открытие, на самом деле. Будет Я- интересно послушать от вас Я приду мнение сразу. о работе. Вот. Там, правда, вот в дубляже, когда только выложили, там очень много было такого штука, я не знаю, сейчас поправили или нет, я много дыхла писал, Мгм. ну, то есть какие-то звуки, все это, Да, да. А когда и в кинотеатрах крутили версию, я уже не помню, там же еще не вышло Blu-ray, лицензионная вот эта вся история. Ее тоже как-то через нейросетки, картинку облагораживали, все вот это вот. Ну, то есть все кустарненько так немножко сделано, чтобы было круто. А когда уже пришла Blu-ray, там
они не смогли какие-то звуки перенести тогда, успеть, они тоже очень быстро это все делали, и заменили на оригинальные. И то есть там, типа, местами вдох оригинальным актером, Да-да-да. или там же вот оригинальным. И я такой, мне это режет слух, я слышу разницу между своим голосом и его голосом, поэтому, блин, замените. И вот я не знаю, заменили или нет. Так что будьте готовы. Вот, Да, просто предупреждаю. А при дубляже у тебя не было сложности, как-никак Майлз Моралес же немножко другой? Да, он характер, и он вот как раз из-за того, что он афроамериканец, у него своеобразная Вот, подача, да-да-да. манера, такая, типа, вот, йоу, Yeah, бразер. да-да-да. Типа, да, и я ее искал, пытался как-то вот найти вот эту подростковую, вот пытался ее как-то нащупать. Ну, а уж дальше получилось или нет, это судить зрителям. Как бы, Пишите в комментариях. получилось Что или еще нет. сказать, да? Теперь «Синий жук» DC. Потому что все, про Марвел хорошо. Так, я, окей. я тоже так высказался, свое мнение выплеснул, которое еще в роликах своих рассказывал. Да-да, «Синий жук». синий, мать его, жук, А да. там как все происходило? Ну, По такой же схеме? Хайме Рейс, это другая студия. Я просто прихожу, и они такие, блин, тут фильмец пришел, хотим тебя на Хайме Рейса, типа «Синий жук». Я говорю, давайте попробуем, сделаем. И там я, конечно, тоже поорал. Вот там прям я наорался от души. Это не затейливое кино, абсолютно, то есть максимально простое, но кто-то его хает, но его, как мне кажется, хают те, кто ожидал от него чего-то. То есть какой-то там, что они покажут. Я от него ни хрена не ожидал, и в целом и нормально. То есть это такой довольно, по моему мнению, проходной фильм, без какой-то там особой морали, без чего-то. Это просто кино на вечер, посмотреть, поугарать чутка, там, поупарываться с костюма его, посмотреть, как сделано, и все. Вот. Хайме, ну, прикольный тип. Костюм его тоже прикольный, какие-то моменты бредовые, какие-то моменты странные, какие-то что-то это. Ну вот попытка сделать а-ля Железный человек, а-ля с шутками, а-ля вот это все. Ну, мексиканцы прикольные. Ну, это смешно. Они забавная семья. То есть, как они шутят, там, бабка с пулеметом, вот это вот. Ну, это рабочая схема. Я, говорит, в свое время с коммунистами! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та! Ну, это же просто, ну, охеренно. Вот, и в нашей версии, которую тоже крутили по кинотеатрам в России, наша версия была неплоха. То есть там и подбор актеров был прекрасный, и все. То есть мне очень понравилось. Вы также можете найти в интернете. Она лежит. Ну вот насчет твоего мнения, ну, естественно, как бы у тебя свое мнение, у меня свое мнение. Я ничего, опять-таки, да, не ожидал от фильма, потому что, ну, про «Синего жука» я знал, но там он такой второстепенный герой, и он... Ну, кто смотрел мультсериалы, они тебе скажут, да. Он там был. Бать мультсериал. Ну, он меня тогда не цепанул, я как бы не смотрел его, но все-таки я шел не на какое-то любительское кино, ну, как-никак, я ждал какую-то историю, чего-то ожидал. Посмотрел и такой... Ну, я, наверное, на «Мадам Паутину» еще раз хожу, как бы, да, там хотя бы девушки, женщины, что-то прикольное, да, и еще раз, может, посмотрю. Ну, не знаю, опять-таки, в чем проблема DC и в чем проблема Marvel? Marvel как будто бы вот со своим финалом вот эту набрал величину, и он все раздувается, а когда будет конец? А у DC обратная ситуация, у них с комиксами все в порядке, то есть комиксы шикарнейшие, комиксы, вообще всем советую почитать, потому что онлайн там можно все это глянуть, классная вещь. А вот фильмы, ну... То есть трилогия Нолана, мое почтение, Ну, очень да, хорошо. да. Ну, «Темный рыцарь» это вершина, эталон. блядь, это пушка, нахуй. Потом, а вот с Бен Аффлеком или с Робертом Паттинсоном, ну, с Бен Аффлеком окей, типа еще окей, как бы, а вот... Но многим нравится с Паттинсоном тоже. Что, А тебе нравится? А я так и не посмотрел. Тогда это была история, что вот как раз со всеми событиями они ушли из России, и я что-то оно мимо меня, я видел только отрывки, но у меня уважение к Паттинсону просто, что он красавчик, он долго работал над тем, чтобы избавиться от вот этого ярлыка Эдварда из «Сумерек». Сумерков, да. Как Рэдклифф с Гарри Поттером, так вот он с Эдвардом, и у него получилось. То есть нихера себе, дали Бэтмена. Молодец. У меня только респект и уважуха. То есть сам я не глядел, у меня как-то вся внутренняя предвзятость, я такой, может быть, когда-нибудь, да, я к тебе приду. Но там был Джокер Барри Кеогана.
И я его сделал. Я эту вырезанную сцену я озвучил очень, как мне кажется, прям вот сочно. У меня в Инстаграме можно найти этот отрывочек. Сделаем. Вот, Сделаем. как бы там прям вот этот Кеоган, который... Блин, смотри, ты прям зарекомендовал. Я там, если что, в инсте напишу. Я знаю, ты не чекнешь, но я напишу, я свое мнение Вот прям выскажу. он странный. Вот Кеоган в Джокере, я его посмотрел и такой, охеренно, интересно, Я хочу. очень круто. А как бы я хочу сделать Джокера, и вот я бы с удовольствием и сыграл бы и в кино какого-нибудь такого персонажа, потому что я сам неврастенник, я знаю, как это сделать. То есть вот этот шальной глаз там и прочее. Шальной глаз. А глаз очень важен, то есть для актера у тебя должен меняться глаз. Как мне нравится, например, тогда вот эта история с режиссерами, которые зовут, меня позвали, я был в летнем лагере театральном, я преподавал просто там это, и мне с одной студии звонят, говорят, слушай, приедь на фильм, надо там 3-4 часа записать. Главный герой, я такой, окей, прям срочно, он говорит, да, надо просто вот там это заказ от Netflix. Я говорю, окей, хорошо, я приезжаю, меня знакомят с режиссером, типа вот, он говорит, ну вот будем писать. Я говорю, окей, какой фильм будем писать? Что гложет Гилберта Грейпа? Если вы знаете, что это такое, это фильм 2000 или 1999 или 2000 какого-то года. Там играл Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо. Как бы из таких. Это потрясающая история. И мне говорят, ты будешь дублировать Леонардо Ди Каприо. Я говорю, вы Что? Ого. Это как? 3 часа? А чтобы вы понимали, в чем прелесть этого фильма. Леонардо Ди Каприо за этот фильм должен был получить Оскар, но ему не дали, потому что киноакадемия побоялась. Он был слишком юн. Ему еще не было 18 лет, это была первая история. Он играет там больного ребенка. Да, я Который... помню. Вот эта вся история. Я название Как не помню. этот скотина, я не знаю, как он Ой-ой-ой. назвать, как он сыграл в юном возрасте вот этого ребенка. Да, согласен. Это такой высший разряд мастерства. То есть ты смотришь, у тебя нет ни одного шанса не поверить. Я вот всем рекомендую, это прям вот просто охуеть. Да. Он когда это делает, я когда смотрел, все, ну это просто, я не по-другому сказать, это просто пиздец. Вот он душу тебе наизнанку выворачивает, потому что вот этот ребенок больной, вот этот весь поломанный с вот этими вещами, как он его филигранно, у тебя все внутри аж нахер замирает, когда там есть определенные сцены с его братом, когда он его бьет, когда какие-то его там терзания душевные, когда мама умирает, и он там над ней стоит над телом, и там мама, и начинает там, блять, И мне до сих пор... это просто пиздец. И я приезжаю, они мне говорят, ну вот его. Я говорю, вы охуели, вы просто охуели, вы это надо предупреждать. Это надо предупреждать. Я заранее должен готовиться за месяц, блядь, такой. Какие 3 часа? Это очень мало времени. Ну и в итоге, да, мы сели, и вот это тоже та работа, которой я горжусь, что мне удалось прикоснуться, и вот эти все штуки, вот эти все как бы микро фигуринки, поэтому вы можете найти это также на просторах интернета, это дубляж, потому что дубляжа тоже. до этого не было, был закадровый как бы перевод. Специальный маленький блок, что который там мы не за- могли обойти, а как показать или рассказать, или как Обойти это... стороной Или всё. прям можем пройти, типа, это тоже реализовать Ну, типа, можно? ну, вы можете вмонтировать, если вы... Я просто до сих пор не понимаю, о чем вы можете Покажем. вмонтировать это в подкасте, прям, что типа тут херак и возникнет Ну, какая-то мы так и видеозапись. сделаем, Да, да. мы Мы это- всё там- мы все так сделаем. видео. Мы все покажем. Бля. Народу это будет... Так, что ж там... Так, ну а как это вот мы и спрашиваем, это на словах сказать или сейчас вот на видео Нет, на показать? словах. Да, конечно, давайте, да, он- я думаю, Он вспомню. по-любому знает. Такое он никогда не забудет. Да что это? Там такой кадр идет. Так, Ну я сейчас скажу, сразу будет понятно. так, Стоит кровать. так, Лежат женщина и мужчина. так. И врывается Влад. Да. Так. И начинается Начинается драка. Что это? Сутенер. Господи Сутенер. Иисусе, твою мать, это же просто, о боже.
Да. О, боже, я был молод, мне нужны были деньги. Это... Эти Господи. типичные отмазки. Я не буду даже называть, как это называется, как сериал. Это на Мы найдем. ТВ-3, Мы господи, найдем. я снимался. Вот ты какой спектр чувств испытывал? Или ты был молод и такой, о, это хорошее кино? Да нет, конечно, я просто понял, что мне нужны бабки. Ну, я студент, у меня надо на что-то есть, на что-то это. Меня позвали, и я такой... Сомнительно, но окей, хорошо, давай. Ну и там действительно это была сцена драки, сцена боя, когда пришел чувак, который там ставил это все. Я такой, какая херня! Боже, что я делаю, блядь, со своей жизнью не так? Но удар был поставленный. Там, Да, был конечно, удар. там с разворота просто с падения об кровать, там вот это все. Ой, боже. Ну, это так поставлено, да, было, что, типа, неловкий удар какой-то, это, и потом убежал. Ну, да, было и такое в моей карьере актерской, кошмар какой. А за кадром, типа, оператор, режиссер, продюсер, ну, Ну, типа, нам да. это и надо было. Ну, да, так мы еще дохера дубли сняли. Серьезно? Да. Ой. Это не первый Это дубль. не первый, там еще это все. То есть Ну, там это- такой, там такой. И это ж, бля, вообще просто. Как хорошо, что у меня на Кинопоиске это не указывается ничего. Я такой, слава богу. Кстати, надо Слава поправочку внести же, О. там же кнопочка есть. Никакую такая, не надо, добавить. никаких поправочек. Пу-пу-пу. Ну, Поправочки. договоримся. Вот, поэтому, блин, слава богу. У меня там только такая приличная есть работа, фильм художественный, многосерийный, 4-серийный. Там типа тоже для ТВЦ снимали, Мгм. там ничего. Ну и так, заходите, посмотрите. Не, что ну там как есть. называется? Ну, Ну, найду. Заходите и посмотрите. Найдите На и Кинопоиске посмотрите, найдите. Я там просто Влад Токарев, забивайте. Итак, Да. теперь у нас по нашей традиции... По интерактив. устоявшиеся традиции уже, да. Уже. Да. Мы Интерактив. готовились, да. Да. Вот это все. Готовились мы, да, все. В общем... И целом. Еще раз Щербаков, здравствуйте. приезжай. Еще раз здравствуйте. Ташкент, плов, самса, шашлык. В общем, цель интерактива такова, что мы тебя называем персонажа Так. культового, а тебе нужно будет озвучить какую-нибудь фразу его голосом, ну или хотя бы придумать ему, вжиться в него сейчас быстренько очень. Так. Итак, Интересно, неожиданный интерактив. да, мы Дамы и думаем, господа, сюрприз, это сюрприз. большой сюрприз сейчас для нас всех. Интересно. Мы Так. не репетировали, Абсолютно мы не нет. рассказывали, Нет. да, и не намекали. И не придумали это буквально 5 минут назад. Отлично. Так, на моих часах время попиздеть, да. Так, поехали. Итак, наш первый персонаж будет Сатору Годжи. Мгм. Аниме-персонаж, все его, наверное, знают. Отлично. Итак, Не, я слышал, я знаю, мне мемы скидывали, да, я знаю. 20:31. Прибыл Сатору Годжо. Димон! Да, но он классный. Я уже говорил, что я бы хотел его озвучить, потому что он прикольный, и мне кажется, он мне очень подойдет с его вот этим всем. Я ваймо! Это прям ну да, он очень круто. он Очень харизматичный, очень такой психованный такой типуля, которого качает в разные Туда-сюда, стороны, да, да. и он- Поэтому мне прям очень подойдет. Я, возможно, даже какие-то отрывки сделаю, может, с ним. как наверное. раз таки, возможно, как похож, ну, именно такими вот качелями на зеницу чуть-чуть, да? Ну да, да, Вот как, такой как такой. Когда ну, спит и не собственно. спит. Вот, и все. 4:19, 4:20, да, вот это вот всё. 4:20. Прибыл Сатору Годзё. Итак, следующий у нас герой. Такой мощный, такой, Бэтмен. Бэтмен. Опа. Так, культовая его фраза, это, конечно же, «Где детонатор?» Вот это я заценил, вот это Да. вот круто было, вот это мощно. Мне да, очень нравится по на вибрации. украинском, там просто смешные, типа, вот эти «Кто педревник?» Когда, типа, 10 лет назад, когда я это увидел, я чуть не Супер, уссался, это супер. просто очень круто, это Скажи, очень... кто разбийник? Кто разбийник? Это очень смешно. Так, хорошо, хорошо. Так. У нас, ну, кстати, недалеко идем, недалеко. Мгм. Джокер. Мгм. Так, какой у него там... Подумай. Он испарился. Ай, голова болит, ай-яй-яй. Не, он прям... Да? Знаешь, откуда у меня
эти шрамы. Мой папочка любил играться с ножиком. Вот прям это, как он это делал, и как Зайцев это делает филигранно, Владимир. Ну просто очень круто. Работа Не, ну, такой зубами, Да, ртом, он... вот это вот. Эти причмоки, блядь, и все. Он испарился. не, ну слушай, я сейчас поверил, ну, Да, как бы... конечно. Шикарно было. Спасибо. Warner Brothers, свяжитесь со мной. Я очень хочу Свяжитесь с человеком. сыграть Джокера. Ну, было бы прикольно, кстати, посмотреть, как это выглядит. Русский Джокер, чисто в Адидасах. 3 полоски, вот это все. А где бюджет города Сызрань? Он испарился. И бутылочку. Да. Так. Уже немножко другая лига, другой человек. Но, кстати, было бы интересно посмотреть взаимодействие двух персонажей Джокера и Железного Человека, кстати, который вы сейчас вы будете озвучивать. Железный Человек. Миллиарды? Вот это вот. Да, сейчас. Как он там говорил? Тони, а кто тут без костюма? Миллиардер, плейбой, филантроп. Я Железный Человек. Ну, кстати, если бы такой... Добавить еще лет 20 мне, Да, вот да, тогда да. может быть, заиграл, конечно, может Тони быть. Карк. Но опять же, и его тоже делает... Кстати, здравствуйте, ассаламу алейкум. Как он тут оказался? О, боже! Неожиданно. Я мыслями. Джаир, спасибо. Я перепутал. Тони Старк. Хорош. Ну вот, кстати, его тоже делал прекрасный Владимир Зайцев. Потрясающе. Респект, уважуха. Спасибо вам за все. Итак, ну, кстати, последний персонаж. Очень далеко. Мы сейчас, скажем так, запульнем. И схватит эту стрелу, кстати, у нас Леголас. О, Вот так вот, со спины. Шук. Стреляю не точно. блин. Сейчас вспомнить его фразу, потому что я помню так кусочек. Сейчас. Разве нужен повод для того, чтобы увидеть старого друга? Ну, Это не помню. Это «Властелин колец», там, когда они с Арагорном встречались. Я дословно не помню его фразы. Но классно, когда там вот эта сцена у кольца, когда Арагорн «С тобой мой меч», Гимли «И моя секира», и он «И мой лук и стрелы». Вот это все. Шикарно, спасибо. Прям Это такой. было здорово. Мне интересно стало послушать после Джокера. Капитанчик Воробей. Ой. Капитан. Опа, да, неплохо. Да. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Нет. Капитан Джек Воробей. О, это шикардосик. Не помню, что там еще как надо. Ну, тоже, опять же, его... Барри. Как его, подожди... Забыл. Ну, вы наверняка напишите тут, Да, как да, всплывет да, там, там, да. как зовут актера. Забыл, блин. Вот, очень классно сделал. Потрясающе просто, великолепно. Мне очень нравится, красавчик. Я не совсем, вот он именно такой разбитной, очень такой на пофиге, вот это все, вальяжный. Это не мой характер, не мой типаж, но это очень прикольный персонаж. Класс. Супер. Ну, кстати, наверное, уже можно подходить к концу. Но Да, Подходите у нас- к концу, пожалуйста. По очереди. По очереди по билетикам. прикладываемся по билетикам. $5. У Так. нас остались все, последние, Финальная черта. финальная Чисто финальная скажем, черта, завершим. всё, Так. финиш у нас. Так, Две маленьких тоже традиции, которые сформировались. так. Традиция номер 1. Нам нужно определить определенное количество лайков, которые должны поставить наши зрители. Да. И что ты сделаешь, если это видео наберет? Да, сколько и что? Damn. У меня сразу мысль типа: 1 лайк, и я напьюсь. И просто сам ставлю. И сам ставлю такой: заметано! Не вопрос, ребята, набрали. Ну, давайте тоже, наверное, 10. И... Ну, не веришь в нас, короче. Не, да? не то, что, просто чтобы это там поскорее случилось.
потому что 20 тысяч можно набирать и долгое время. Вот, допустим, 10 тысяч лайков, и мы пилим какой-нибудь тоже прикольный ролик с озвучкой, или, может, даже с видео про Ташкент, или как-то что-то, Можем типа, вот. Супергеройку ташкентскую. Ну, типа того, делаем какую-то штуку, именно связанную с Ташкентом, с Узбекистаном, вот озвучка, видос какой-нибудь, вот такой, 10 тысяч, и мы делаем это. 10 тысяч. 10 тысяч. 10 тысяч. Жми лайк! Туда. Быстро! Туда. Сюда. И все. Да, и последняя вещь. Вот справа от тебя стоит картина. Так. Ну, ты уже заметил Да. там, что есть кое-что, и, наверное, догадался, что нужно сделать. Конечно. Забрать ее домой. Спасибо, ребята, блин, от души. Мы специально Очень просили приятно. Да, гостей, собрали чтобы- подписи, Да, да, ради спасибо. тебя, Влад. Отлично, я ее прав. Ну, Кстати, интересно, откуда они тут? да. Вау, появился? блин, это что? Марки. Заранее заготовленный реквизит? Нет, damn, boy. На самом деле, да, тут есть персонаж Майлз Моралес. О, ну, Поэтому угадали, считайте, сам угадали. Бог велел. Так. Видно. Видно. Как будто бы видно. Ага. И, допустим, вот здесь сейчас. Борис. Борис со злом. Это мой фирменный Интересно. автограф. Прикольно. Спасибо большое, спасибо. Есть. Красотища. А что там написано? Можно озвучить, пожалуйста? Или там подпись Там написано просто? Влад Токарев, Борис Восклицательный знак. и подпись. И подпись. Подпись моя. Ну, потом посмотрите поближе. Что ж, дамы и Да. господа, в принципе, у нас все. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, оценивать это видео по достоинству. С вами был Макс, Даниэль и Влад Токарев. Спасибо, ребят, что позвали, это было круто. Это очень круто. Знаю, чего хочу. Каким богом я хочу стать. Ради вас. Всех нас.